Христос воскрес! День добрый, соратники и сподвижники! Итак, мы подошли к третьей части выпуска под общим названием «Глубинный народ или гной земли». И в этой части, как я и обещал, поговорим о главном. Начнем с краткой политинформации от хаббатского раввина Финкеля, что называется «на злобу дня». В общем, поэтому Трамп нам поможет, конечно, и оружием снова, и деньгами, и поддержкой. То есть он сказал, я пришел сделать мир. Ну что означает мир? Добить Хамас в Газе полностью. Освободить народ Газы от террористической структуры Хамаса, которая пришла и навечно осталась. Мы уже это сделали. Газа полностью в руках Израиля. Мы создадим там арабскую, мусульманскую, светскую, вменяемую администрацию, которая принесет людям мир, а не тоталитарное безумие. Хизбалла на севере, в Ливане. Хизбалла ослаблена очень сильно. Почти все ее ракеты, большинство ее ракет уже уничтожено. Мы хотим сделать так, чтобы баланс сил был таким, чтобы ливанская регулярная армия была намного сильнее Хизбаллы. И мы освобождаем Ливан от этого раковой опухоли. Хуситы. 2 раза мы их бомбили. Надо будет еще раз побомбить. Ну и все. Иран в полном одиночестве, в полной изоляции. Это понимают все нормальные люди, все нормальные мусульмане, арабы, кто хочет. Все это понимают. Поэтому все хотят, чтобы Иран был свободным. Мы срослись с Америкой. Мы и Америка – это одно. Мы говорим Израиль, подразумеваем Америка. Мы говорим Америка, подразумеваем Израиль. Как видим, всемирные освободители полны радужных ожиданий от ближневосточной политики новоизбранного президента США. И надо сказать, не безосновательно. Процесс формирования Трампом своей команды лишь подтверждает триумфальное заявление Финкеля о фактическом сращивании Америки с Израилем. Вот лишь пара штрихов к портретам новых трамповских назначенцев. Победитель выборов президента США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность постоянного представителя страны при ООН. Этот пост займет председатель республиканской конференции Палаты представителей Элис Стефаник. Назначая Элис Стефаник на пост постпреда, Дональд Трамп дает четкий сигнал о будущей политике. В первую очередь, речь будет идти о жесткой линии по поддержке Израиля. Госпожа Стефаник – яростный критик нынешней ООН. Она открыто обвиняла организацию в антисемитизме за критику ведения Израилем войны в секторе Газа и его продолжающуюся конфронтацию с палестинцами, проживающими на западном берегу. После атаки Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года она призывала к полной переоценке финансирования Соединенными Штатами ООН. А теперь послушайте прямую речь госпожи Стефаник. Пока я служу американскому народу, я буду отстаивать идею религиозного плюрализма и свободы, которую Джордж Вашингтон считал важной. Сегодня это означает борьбу с антисемитизмом в нашей стране и обеспечение Израиля всем необходимым, когда это нужно, без каких-либо условий, чтобы одержать полную победу над злом. Шанс, что Америка погибнет, это не пустые слова. Это обещание, что то, что произошло 7 октября, может произойти и в США, если не уничтожить Хамас и его пособников-джихадистов. И это высокая честь и ответственность США поддерживать Израиль. Я ясно выразилась дома и ясно скажу здесь. Нет никаких оправданий для президента США, который блокирует помощь Израилю, помощь, которая была одобрена Конгрессом. Нет никаких оправданий для смягчения санкций против Ирана, выплаты 6-миллиардного выкупа главному спонсору терроризма в мире, или для того, чтобы колебаться и прятаться, пока наши друзья сражаются за свою жизнь. Никаких оправданий, точка. Вот почему я горжусь тем, что спонсировала или поддерживала каждую меру помощи Израилю, которая была принята Конгрессом США. Каждую. И вот почему я много лет была главным сторонником и партнером президента Трампа в его исторической поддержке независимости и безопасности Израиля, включая перенос посольства США в Иерусалим, где ему и положено быть. Израиль — это действительно чудо, форпост свободы, западных ценностей, цивилизации, яркий пример человеческого потенциала, физическое воплощение Максима Герцля. Если хотите, это не мечта.
Это тот же основополагающий принцип, который мы ценим в Америке – американская мечта. Еще об одном назначенце Трампа, а именно о будущем министре обороны США Пите Хексете, шла речь в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Вот что очень важно, что отношение к Израилю преподносится как чуть ли не святая обязанность. Послушайте. Любой, кто хочет выйти на сцену и говорить о двойной лояльности, глубоко ошибается. Это теперь человек, который будет министром обороны. То, что представляет организация, то, что представляет западная цивилизация сегодня, зиждется на понимании того факта, что сионизм и американизм являются авангардом западной цивилизации и свободы в нашем современном мире. И что может быть лучше для этих отношений, начиная с расторжения ужасной сделки с Ираном и заканчивая переездом посольства США в Иерусалим, признанием Иерусалима столицей еврейского государства и признание голландских высот частью Израиля. Этот президент является настоящим другом государства Израиль. Это вечные, нерушимые узы, которые олицетворяют веру, свободу и верность историческим, религиозным и культурным традициям, противоположной секуляризму, исламизму и антисемитизму. Да. Кстати, о вере и исторически религиозных традициях, о которых заявлял Пит Хексет в своей пламенной речи. Как известно, основной электоральной базой Трампа являлись американские евангелисты, или, как их еще называют, христианские сионисты. По некоторым утверждениям, именно к этой группе относится будущий министр обороны США Пит Хексет, на груди которого красуется татуировка в виде Иерусалимского креста. Краткие сведения о христианских сионистах дает Википедия. Евангельские христиане – ряд протестантских конфессий, получивших обобщенное название от Евангелия. Самая большая концентрация евангелистов в мире находится в США. Американские евангелисты составляют четверть населения страны и ее крупнейшую религиозную группу. Основными движениями евангелистов являются баптистские церкви, плимутские братья, движения святости, пятидесятники, харизматические евангелисты, неохаризматические евангелисты и неденоминационные евангелисты. А сейчас чуть подробнее. На протяжении десятилетий американские евангелисты были одними из самых убежденных сторонников Израиля. Независимо от того, что еще требует внимания Америки, если Израиль окажется в кризисной ситуации, американские евангелисты знают, что поддержка Святой Земли не подлежит обсуждению. Они справедливо считают это духовным и моральным долгом. Еще один источник сообщает: христианский сионизм основан на убеждении, что Израиль играет решающую роль в сценарии конца времен. Поэтому это движение солидарно с наиболее реакционной политикой Израиля. В основе христианского сионизма лежит отличительная эсхатологическая перспектива, предвосхищающая конец времен, в котором Израиль играет центральную роль в реализации библейского пророчества. Это включает второе пришествие Иисуса Христа, предшествуемое катаклизмическими событиями и битвой при Армагеддоне. Для евангелических сионистов такие конфликты не просто геополитические споры, а божественный сценарий. Эти апокалиптические ожидания в существенной степени питают рвение многих американских правых горячо и преданно поддерживать Израиль. В сценарии конца времен, по версии крайних христианских сионистов, война – это не то, чего следует избегать, а нечто неизбежное, угодное Богу и долгожданное. Христианский сионизм относится к движению среди христиан, в основном харизматов и евангелистов, чья интерпретация Библии предписывает им политическую поддержку не просто современного государства Израиль, но его экспансионистской версии. Это движение считает,
что весь Иерусалим, особенно Храмовая гора, где они ожидают увидеть восстановление храма, сектор Газа, западный берег реки Иордан и голландские высоты по праву принадлежат Израилю, пишет политический исследователь Стивен Гардинер. Для христианских сионистов неуклонный сдвиг израильского правительства вправо в результате длительного нахождения у власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху – позитивное развитие событий. И еще несколько характерных нюансов. Евангелисты верят, что Трамп был послан им Богом для борьбы с секуляризмом, концепция, согласно которой правительство и другие источники права должны существовать отдельно от любой религии, и которую белые евангелисты считают разрушительной для Америки, христианской страны, задуманной Богом. И в этом отношении Трамп пытается оправдать их ожидания. Он прилагает усилия для отмены прав на аборты и ограничения прав ЛГБТ. Думаю, теперь вы имеете достаточное представление о вере и исторически религиозных традициях ядерного электората Трампа, равно как и его будущего министра обороны. А чуть дальше у вас появится возможность оценить, насколько Трамп действительно искренен в отстаивании Америки как христианской страны, задуманной Богом, а также в защите ценностей, подпадающих под понятие «традиционные». А пока самое время напомнить о том, что именно с легкой руки Трампа термин «Deep State» или «глубинное государство» перешел из разряда конспирологических в реальную и легальную политическую категорию. Краткий отрывок из публикации на сайте Украина.ру от 24 июля 2024 года освежит вашу память. Deep State. Что такое глубинное государство и кто за ним стоит? Общепринятое значение термин «глубинное государство» получил с подачи Трампа, который в 2017-2021 годах занимал должность президента США. Еще во время предвыборной кампании будущий глава государства отмечал, что ему противостоит то самое глубинное государство, которое пытается не допустить его к власти. В представлении Трампа такое глубинное государство состоит из политиков, чиновников, журналистов и сотрудников технологических корпораций. Не знаю, чего больше в трамповской трактовке понятия «глубинное государство». Поверхностной наивности или, как говорят профессиональные разведчики, сознательного отвлечения на негодный объект. Настоящее же глубинное государство с его глубинным народом не только допустили Трампа к власти, но и открыто демонстрируют свой триумф, связанный с его победой на президентских выборах. Прежде чем объяснить вам глубинную суть этой победы, хочу показать небольшую нарезку из одного видео, на котором запечатлен новоизбранный президент США за месяц до выборов. I took my daughter down.
Let's get a picture of Robert Clancy. Boris is the best, Mr. President. He's a great lawyer, but nobody knows it. Thank you guys. Come have a picture, honey. This is my other boss right over there. She's the chairwoman of the whole thing. She's the head of the Republic. Both our birthdays are on Saturday coming up. She's a very special person. Hold that. Right there. Next to your father. Hold that. Did you get in? Thank you guys. Mr. President. Thank you guys. Thank you. The best spokesperson. Great. Ready? She defends me better than anybody. President Trump, would you authorize a... Oh, thank you. Итак, вы только что посмотрели, как новоизбранный президент Трамп, покрыв голову кипой, посетил Ахель, то есть надгробное сооружение или так называемое шатровое надгробье 7-го Любавического рэбе в Квинсе, Нью-Йорк. И не только посетил, но и почитал Тору, а также оставил записочку на могиле рэбе, которую по хаббатской традиции предварительно порвал. Думаю, несложно догадаться, с какой сокровенной просьбой обращался Трамп в своей записке к почившему хаббатскому королю Машиаху. И король Машиах так и открыл ему снова дорогу в Белый дом. Но главное даже не в этом, а в том, что ссылка на это видео содержалась в очередном победном послании, которое я получил из гнойных глубин. Пришло оно 12 ноября с электронного адреса Талдот. Тема письма «Ницахон», то есть «Победа». Что означает представленная к победе буква «Ё», осталась для меня загадкой. Возможно, она символизирует начало известного русского идиоматического выражения, передающего в особых случаях неистовый восторг. Далее идет слово «proof», которое означает подтверждение каких-либо данных. Именно этот proof содержит ссылку на уже знакомое вам видео о посещении Трампом Ахеля Любавического рэбе в Квинсе. А теперь перейдем к самой содержательной части послания. Вы видите стоп-кадр из вышеприведенного видео, на котором запечатлен Трамп у могилы рэбе с книжным вариантом Торы в руках. Надпись вверху гласит: «С благословения рэбе и князя царствовать будет. Править на деле планетою будем лишь мы». Что называется не убавить, не прибавить. Как видите, в очередной раз они сами все говорят. Собственно, на этом можно было бы и закончить разбор послания. Но не зря же хаббатнички старались, выводя красные стрелочки от текста к тексту. Поэтому все-таки зачитаю финальный текст на русском языке. «И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Бегу: поставьте ковчег завета в доме, который построил Шломо, то есть Соломон, сын Давида, царь Израиля. Нет вам нужды носить его на раменах, то есть на плечах. Теперь служите Господу, Богу вашему и народу его Израилю». Паралипоменон, книга 2, глава 35, стих 3. Эта финальная часть послания явно намекает на то, что победа Трампа открывает путь к 3-му храму, в котором, наконец, обретет свое место ковчег Завета. И к этой теме мы еще обратимся, когда настанет время говорить о главном. А пока вернемся к победному заявлению, предельно ясно характеризующему результаты прошедших президентских выборов в США. Обратите внимание, что грядущее царствование Трампа освящено благословением покойного короля Машиаха
седьмого любавического ребе Менахема Мендела Шнеерсона и ныне здравствующего Пинхаса Соломоновича Гольдшмидта, известного по глубинному позывному «Князь». И самое важное, на фоне грядущего царствования Трампа все бразды правления планетой окончательно окажутся в руках глубинного народа. Подчеркиваю, правление планетой, а не отдельно взятой страны, пусть и самой могущественной, каковой пока еще остаются Соединенные Штаты Америки. Для реализации этого проекта и были рассажены по всей планете гнойные хаббатские гнезда, функционирующие как голубиные штабы по захвату глобальной власти и опорные пункты для ее удержания и приумножения. В первой части выпуска под общим названием «Глубинный народ или гной Земли» я демонстрировал хаббатскую карту всемирной экспансии, датированную 1993 годом. А теперь взгляните на географическую картину достижений Хаббата к 2022 году. Более того, учитывая неуемную хаббатскую экспансионистскую прыть, можно не ограничивать свою фантазию в умозрительном представлении подобной карты 2024 года. И пока Дональд Трамп скармливает своему электорату байки про Deep State, которая якобы состоит из политиков, чиновничества, транснациональных корпораций и финансовых кругов, и борьбу с которыми он провозгласил едва ли не главной своей целью, в мировое информационное пространство все больше просачивается правда о настоящем глубинном государстве. Сейчас я покажу вам очень симптоматическое видео независимого немецкого канала Кла ТВ. Вы его увидите почти полностью, с незначительными сокращениями. Но забегая наперед, отмечу один момент. Зашуганные немцы, несущие навязанную им родовую травму Холокоста, всячески стараются избегать какого бы то ни было обобщения и на каждом шагу расшаркиваются по этому поводу. Поэтому в этом фильме нет ни слова о глубинном народе. Тем не менее, с достаточной степенью откровенности показан гной Земли. В общем, смотрите и делайте выводы. Wichtiger Hinweis. Важное примечание. Кла ТВ особо отмечает, что упоминание лиц, происхождения и связей, упомянутых в этой программе, не имеет целью ввести зрителя в заблуждение и заставить его вынести антисемитское суждение. Даже если люди и группы интересов, упомянутые в этой программе, действуют под флагом израильского правительства и выдают себя за евреев, каждый зритель должен помнить, что насилие, независимо от того, какая сторона его совершает, не должно приводить к расистским суждениям. В конце концов, при ближайшем рассмотрении часто выясняется следующее. Люди, ставшие достоянием общественности благодаря журналистским расследованиям, отвлекают внимание от своих актов насилия, используя свою религиозную группу или нацию в качестве козла отпущения или щита. Таким образом, ненависть и последующее насилие намеренно и незаконно направляется на религиозную общину или нацию. О том, что во многих случаях мы имеем дело не с настоящими евреями или последователями других религий, а с люциферанской идеологией, подробно рассказывается в программах «Против расизма и заговора» и «Тайна обелисков». Этот документальный фильм также показывает именно эту связь. Если во время просмотра фильма снова потребуется эта информация, обратите внимание на этот звуковой сигнал.
Война в Газе, как никакой другой вопрос, разделяет наш мир на два лагеря. В то время как одни настаивают на праве Израиля на самооборону после террористической атаки Хамас 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 1139 израильтян и были похищены 239 заложников, противоположный лагерь ставит под сомнение соразмерность атак с учетом 38 тысяч убитых палестинцев. Пропалестинские лагеря протеста были созданы в университетах США, а также в Германии и Швейцарии. Немецкий актер Дитер Халлерворден также высказался по этому поводу в своем эмоциональном и сопереживающем стихотворении «Газа, Газа», в котором он поднял вопрос о том, не является ли война Израиля в секторе Газа геноцидом. Южноафриканская республика также занялась этим вопросом, инициировав 29 декабря 2023 года разбирательство против Израиля в Международном суде в Гааге в связи с предполагаемым нарушением Конвенции о геноциде, к которому на данный момент присоединились более 20 государств. Однако, что объединяет наблюдателей этого конфликта, как палестинскую, так и израильскую стороны, так это страстное желание, чтобы в истерзанный войной регион наконец вернулся мир. Но почему мир кажется таким невозможным и более далеким, чем когда-либо? Возможно, на заднем плане существуют силы, которые совсем не заинтересованы в мире и намеренно разжигают этот конфликт снова и снова. К сожалению, похоже, что так оно и есть. Одна из таких групп, которая остается незамеченной общественностью, но тем не менее имеет большое влияние, это религиозное мистическое движение Хаббат-Любавич, выдающее себя за безобидных ортодоксальных евреев. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Это, как мы увидим далее, крайне радикальное движение жаждет прихода Мессии и пытается активно инициировать его, создавая для этого необходимые с их точки зрения условия. Одним из обязательных условий является то, что Армагеддон уже имел место в виде огромной кровавой бойни. Поэтому последователи такой идеологии по логике вещей не заинтересованы в деэскалации и мире для обоих народов, поскольку, согласно их мировоззрению, это лишь отсрочит приход Мессии. Можно возразить, что секты с таким странным мировоззрением существовали всегда, и что в лучшем случае лишь немногие маргиналы увлечены подобными теориями. Однако, если взглянуть на влияние и финансовую мощь движения Хаббат-Любавич, то становится ясно, что это не просто какие-то периферийные фигуры, а, возможно, одно из самых влиятельных движений в мире. Основанное в конце XVIII века движение Хаббат-Любавич сегодня базируется в Бруклине, Нью-Йорк, и только его коммунальные расходы составляют почти $1 миллиард в год. Это не считая расходов на строительство новых зданий, которые часто стоят нескольких миллионов долларов, как, например, кампус Хаббата в Сан-Диего стоимостью $25 миллионов. Богатство благодаря финансово сильным спонсорам. Эти крупные инвестиции стали возможны благодаря чрезвычайно влиятельным донорам. Среди них, например, Эдуардо Эльштайн, крупнейший предприниматель в сфере недвижимости в Аргентине и президент Хаббат Аргентина. Умерший в 2020 году Йозеф Сафра, который при жизни был самым богатым человеком в Бразилии, также был одним из сторонников Хаббата, как и южноафриканский миллиардер Натан Кирш. Из стран Восточного блока, наряду с грузинскими и казахскими миллиардерами, следует особо упомянуть российских олигархов Романа Абрамовича и Льва Леваева, а также украинского олигарха Геннадия Боголюбова, который вместе с Игорем Коломойским создал украинский Приватбанк. Из США спонсорами Хаббата являются такие миллиардеры, как медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, инвестор Рональд Перельман, генеральный директор и глава Всемирного Европейского конгресса Рональд Лаудер и управляющий хедж-фондом Майкл Стейнхарт. Известно, что Дональд Трамп и родители его зятя Джареда Кушнера также щедро поддерживают Хаббат-Любавич.
По словам историка Вольфганга Эггерта, Ротшильды, вероятно, самая богатая семья в мире, также тесно связана с Хаббат-Любавич. Предки Майера Амшеля Ротшильда, основателя дома Ротшильдов, были еврейскими раввинами, которые занимались исключительно оккультным мистицизмом. Сам Майер Амшель также изучал мистическую каббалу в раввинской школе, которая в свою очередь играет важную роль в учении Хаббат-Любавич. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Политическое влияние Хаббат-Любавич. Учитывая наличие таких влиятельных покровителей, неудивительно, что политическое влияние Хаббат-Любавич также очень масштабно. По словам историка Вольфганга Эггерта, Хаббат имеет постоянный доступ к президентам США и часто приглашает их к себе. Он даже утверждает, что эти президенты ранее были созданы Хаббатом. Писатель Сью Фишков говорит об этом так. Человеку из Хаббата в Вашингтоне недостаточно знать имя и телефон каждого конгрессмена, сенатора и иностранного посла в столице страны. Он также знает их помощников по законодательным вопросам, секретарей и людей, которые убирают их офисы. В США у великого лидера движения Хаббат, так называемого Ребе, Менахема Менделя Шнейрсона, даже есть посвященный этому праздник, так называемый День образования и обмена опытом, который отмечается ежегодно в день его рождения с 1978 года. Каждый президент США, начиная с Ричарда Никсона, почитал Ребе и подписывал декларации в его честь. Он стал первым религиозным деятелем, удостоенным золотой медали Конгресса США. После смерти президент Совета раввинов Америки назвал Ребе Шнейрсона мировым лидером. Двери Хаббата, похоже, широко открыты не только для США, но и для политиков других стран. Их можно увидеть с премьер-министрами Канады Стивеном Харпером и Джастином Трюдо, а также с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также зажгли семисвечник на мероприятии Хаббат-Любавич. Когда Хаббат открывал новый общинный центр в Берлин-Вильмерсдорфе стоимостью 5 миллионов евро, Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда еще министр иностранных дел Германии, естественно, присутствовал на церемонии. Вместе с представителями Хаббат-Любавич появились также лидеры партии «Зеленых» Анналена Бербок, Роберт Хабек и Рикардо Ланг. Тот факт, что наши ведущие политики из СДПГ и «Зеленых» появились здесь вместе с движением, представляющим такое российское и националистическое направление, как Хаббат-Любавич, очень возмущает. Ведь обычно они представляют себя как образцовые борцы с расизмом. Или это касается только тех случаев, когда вы можете использовать его, чтобы опорочить своих политических соперников? Помимо глав немецких государств, и украинский президент Зеленский, и российский президент Путин поддерживают хорошие отношения с Хаббат-Любавич. Если внимательно присмотреться к следующей цитате основателя Хаббат-Любавич Шнеура Салмана, то очевидно, что он действительно верит в превосходство своей расы. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Души неевреев совершенно иного, низкого качества. Они абсолютно злы. Все евреи всегда были по своей сути хорошими. Все неевреи по своей сути плохие. О том, что это не было просто оплошностью Шнеура Салмана, можно судить по тому, что он также записал это в своей книге «Тания», которая до сих пор является центральным основополагающим трудом движения. Цитата из главы 1. «Души народов, с другой стороны, происходят от остальных нечистых килипот, злых сил, которые не содержат в себе ничего хорошего».
Цитата из главы 6. «Келипот, однако, делится на две степени, одна ниже другой. Низшая степень состоит из 3 совершенно нечистых и злых келипот, которые лишены малейшего добра. Из них происходят и вытекают души всех народов мира. Точно так же из этих келипот происходят души всех нечистых живых существ, запрещенных к употреблению в пищу». Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Таким образом, Салман ставит души неевреев на уровень нечистых животных, и движение придерживается этих заявлений по сей день. Отец-основатель не одинок в этом. Ребби Менахем Мендель Шнейерсон также выразился следующим образом. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Существует 2 противоположных вида душ. Языческая душа происходит из 3 сатанинских сфер, а еврейская — из святости. Вот еще одна цитата Ребби. О теле следует сказать следующее. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Тело еврея имеет принципиально иное качество, чем тело других народов этого мира. Вся реальность нееврея — это просто небытие. Все творение существует только ради евреев. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Однако следует отметить, что российский взгляд Хаббат-Любавич на человечество не основан на Торе и иудаизме, а является серьезным искажением еврейского учения. Если изучить Тору, то становится ясно, что Бог не просто видит в Израиле возвышенный божественный народ, но, напротив, свидетельствует своему народу, что Он избрал его как наименьшего среди народов. Он хотел, чтобы те своим примером побуждали другие народы делать добро. Они просто жестоко порабощали и угнетали другие народы. Когда Бог вместе с Израилем выступал против языческих народов, это происходило прежде всего потому, что они были вовлечены в сатанинские жертвоприношения детей и подобные практики. Всякий раз, когда Израиль сам впадал в эти практики, такие как культ Ваала и Молоха, он также подвергался Божьему наказанию и в конечном итоге даже отправлялся в ассирийское или вавилонское изгнание. Хотя Бог начал с Израиля как народа, Он всегда хотел быть Богом всех людей. Плоды российских учений Хаббат-Любавич можно увидеть на примере ученика Ребе хаббатского раввина Ицхака Гинзбурга. После того, как ученики его религиозной школы застрелили 13-летнюю палестинскую девочку, Гинзбург высказался следующим образом. Внимание! Обратите внимание на предварительное замечание по этому сигналу. Следует признать, что еврейская кровь и кровь Гоя — это не одно и то же. Хаббат раввин Гинзбург также высоко оценил поступок Баруха Гольдштейна, который убил из своего огнестрельного оружия 29 палестинцев и ранил 150. Он назвал его мучеником. Деля на евреев и неевреев, лидеры Хаббат-Любавич намеренно ведут людей по ложному пути расового разделения. Вместо того, чтобы назвать Гольдштейна массовым убийцей, как в приведенном выше примере, хаббатский раввин Гинзбург рассуждает о еврейской и нееврейской крови. С одной стороны, он пытается скрыть чудовищные поступки Гольдштейна за его национальностью, и в то же время ассоциирует всех евреев с этим терактом, даже если они его не одобряют. Тем самым он сам разжигает ненависть к евреям и перенаправляет гнев жертв на всех евреев, а не настоящих террористов. Действуя таким образом, лидеры Хаббат-Любавич выставляют себя врагами еврейского народа. Вызывает беспокойство тот факт, что это отношение к дегуманизации других народов, пропагандируемое Хаббат-Любавич, проникло в ведущие круги израильской политики. Эли бен Дахан, в то время заместитель министра обороны Израиля, сказал о палестинцах в 2013 году: «Для меня они как животные, они не люди». Йоав Галант, министр обороны Израиля, 9 октября 2023 года. «Мы вводим полную блокаду Газы. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно». Даниэль Хагари,
пресс-секретарь израильской армии 10 октября 2023 года. Мы сбрасываем на Газу сотни тонн бомб. Основное внимание уделяется разрушению, а не точности. Тали Готлиб, член парламента от партии Ликуд, 10 октября 2023 года. Безжалостно бомбить Газу. Газа должна быть разрушена и сравнена с землей. Без пощады. Без пощады. Галит Дистель Атбарян, член парламента и бывший министр информации Израиля в ноябре 2023 года. Направьте свою энергию на одно — стереть Газу с лица земли. Необходима мстительная и жестокая израильская армия. Все остальное аморально, просто неэтично. Дан Гиллерман, постоянный представитель Израиля в ООН в 2003-2008 годах. Меня поражает постоянная забота мира о палестинском народе, об этих ужасных, бесчеловечных животных, совершивших самые ужасные злодеяния, которые только видел этот век. Мордехай Кидар, израильский ученый из университета Бар-Илан в Израиле, ноябрь 2023 года. Я не приравниваю палестинцев к животным, потому что это было бы оскорблением для животных. Той же линии придерживается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомнивший на пресс-конференции, посвященной войне в Газе, о библейской заповеди «Помнить, что сделали амаликитяне с Израилем». Мы помним, и мы сражаемся. Таким образом, он приравнивает палестинцев к народу Амалика, который должен был быть уничтожен народом Израиля в Ветхом Завете. Является ли это заявление признаком того, что в отношении палестинцев совершается геноцид? Нетаньяху на протяжении десятилетий поддерживает тесные отношения с Хабад-Любавич и регулярно обращается за советом к их раввинам. Вот фотография молодого Нетаньяху с иконой Хабад-Любавич Ребе Менахемом Менделем Шнейрсоном. Всего наилучшего. Я давно не видел вас. Благословений и успехов. Двойная порция благословений. Я пришел просить вашего благословения и помощи. Во всем? Во всех сферах, и в личной, и в политической. Со времени нашей последней встречи многое изменилось. Многие вещи получили дальнейшее развитие. Но что не изменилось, так это то, что Мессия все еще не пришел. Так сделайте же что-нибудь, чтобы ускорить его приход. Давайте сделаем, давайте сделаем. Очевидно, что этого недостаточно, потому что сегодня прошло уже много часов, а его все еще нет. Но в сутках еще есть несколько часов, так что постарайтесь сегодня. Да. С добрыми вестями, с радостью и счастьем. Шнейрсон призывает Нетаньяху приблизить приход Мессии. Но что это значит? Согласно этому учению, прежде чем придет Мессия, мир должен пройти через Армагеддон, через великую скорбь, моральное разложение, вторжение и смятение. И прежде всего масштабные войны. Раввин Элия Гукин объясняет, Третья мировая война, на фоне которой Вторая покажется детской забавой, станет началом искупления. Может ли быть так, что Нетаньяху помогает приходу Мессии, раздувая войну на Ближнем Востоке до тех пор, пока она не превратится в пожар, распространяющийся по всему миру? Ведь согласно пророчеству Ребе Менахема Менделя Шнейрсона, записанному в 1990-х годах, Нетаньяху станет тем премьер-министром, который передаст скипетр Мессии. Это большой стимул для Нетаньяху сделать все возможное для достижения этой цели. Эскалация конфликта между евреями и мусульманами в широкомасштабный пожар – это программа, которую сатанинские круги продвигали на протяжении веков. В 1871 году американский военный генерал и сатанист Альберт Пайк в письме к лидеру иллюминатов в Мадзине описал 3 грядущие мировые войны. В своем письме высококлассный масон и сатанист Пайк точно предсказывает возникновение Первой и Второй мировых войн. Причем Вторая мировая война приведет к основанию государства Израиль. Далее он говорит об Армагеддоне.
А затем начнется Третья мировая война. Она начнется на Ближнем Востоке. И это будет война между иудаизмом и исламом, которая распространится по всему миру. Это война между мусульманами и иудаизмом. В конце концов, приведет к Армагеддону. Насколько далеко готовы зайти эти круги ради реализации своих заблуждений, показывают Ротшильды, тесно связанные с Хаббат-Любавич и преследованием евреев в Третьем рейхе. В конце XIX века Эдмонд де Ротшильд активно содействовал расселению евреев в Израиле, поскольку, согласно каббалистическим толкователям, евреи должны вернуться на свою землю, чтобы исполнились пророчества о последних временах. В то время в Израиле проживало всего несколько тысяч евреев, и Ротшильды пытались побудить евреев вернуться в Израиль, поддерживая их финансово. В 1920-х годах, во времена Веймарской республики, лишь немногие евреи были готовы бросить свою родину и переехать в пустыню. 60% евреев были женаты на немках и находились в процессе ассимиляции с ними. Это было занозой в боку Ротшильдов и других фундаментальных сионистских кругов. Как доказывают различные историки, Ротшильды и их союзники с Уолл-стрит, такие как Рокфеллеры, Варбурги, Гарриманы, финансировали возвышение Адольфа Гитлера многими миллионами долларов. Гитлер также получал миллионы долларов через компанию Royal Dutch Shell, которую Ротшильды контролировали вместе с голландской королевской семьей. Бывший канцлер Германии Генрих Брюнинг писал в конце Второй мировой войны: «Одним из главных факторов возвышения Гитлера был тот факт, что в 1923 году и позднее он получал крупные суммы денег от иностранных государств. Финансирование нацистской партии отчасти теми людьми, от которых меньше всего ожидали ее поддержки, это отдельная тема. Приход к власти Гитлера заставил многих евреев эмигрировать из Германии из-за страха перед нацистами. Для многих единственным выходом было уехать в Палестину, так как под давлением сионистского лобби многие излюбленные эмигрантские государства, такие как США, Австралия и Канада, отказывались от еврейских эмигрантов. Заставив евреев переселиться в Палестину, сионисты доказали, что они исполнители плана Альберта Пайка, который прямо обозначил основание государства Израиль как цель Второй мировой войны. В этом контексте интересен ответ любавического ребе Шнейрсона на вопрос, как могли произойти гонения на евреев в Третьем рейхе, если бы миром правил Бог Израиля. По словам израильского писателя Йорама Канюка, ребе объяснил, что в иудаизме была гнилая ветвь, которую нужно было отпилить. На самом деле, как указал Иисус в Откровении 3:9, они называют себя иудеями, они таковы, но синагога сатаны. Тот, кто ради своей идеологии подвергает сотни тысяч людей жестокой смерти посредством войн, действительно одержим сатаной. К слову о синагоге сатаны. Есть явные признаки оккультных практик в Хаббат-Любавич. В том, каким им представляется Армагеддон, Хаббат солидарен с сатанистским масоном Альбертом Пайком. Как и Хаббат-Любавич, он руководствовался мистической каббалой. И, судя по всему, Хаббат-Любавич — одна из тех групп, которые приступили к реализации планов Альберта Пайка. Одной из ключевых фигур в этой игре является премьер-министр Нетаньяху, который находится под их влиянием и все больше разжигает конфронтацию с мусульманами. Даже если Нетаньяху всегда подчеркнуто патриотичен, весьма сомнительно, что эскалация, которую он разжигает, действительно выгодна евреям. Здесь становится ясно, что на алтаре этих сионистов приносятся в жертву и евреи, и палестинцы. Даже если сторонники этой программы любят притворяться евреями и клеймить любую критику как антисемитскую, на самом деле они являются настоящими антисемитами, которые используют евреев и мусульман как пешки в своих гнусных планах. Поэтому нецелесообразно вставать на сторону палестинцев или израильтян, поскольку обе стороны являются жертвами поджигателей войны. Как показано в документальном фильме «Израиль. Раскрытие тайны», израильское руководство было не просто удивлено нападением Хамас в октябре 2023 года, но его боевиков буквально пригласили совершить свои злодеяния, позволив им беспрепятственно пересечь обычно самую охраняемую границу в мире,
чтобы затем начать эту войну. Но как можно предотвратить такое массовое кровопролитие, на которое нацелены культы последнего времени? Поскольку эти заговорщики полностью искажают слова Библии и хотят на основе таких фатальных искажений устроить кровавый Армагеддон, в конце этой программы мы хотели бы обратить ваше внимание, дорогие телезрители, на то, как Библия описывает конец этих заговорщиков. Она обещает победу над ними в тот самый момент, когда люди, в сердцах которых есть истинная справедливость, объединятся и выведут во свет эти зловещие планы. Библия называет эту работу по просвещению дыханием уст, и именно это дыхание полностью уничтожит, казалось бы, непобедимых поджигателей войны. 2 Фессалоникийцам 2:8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус истребит дыханием уст своих». Откровение 3:9. «Вот я сделаю людей из синагоги сатаны, из тех, которые называют себя иудеями, но не таковы, а лгут. Вот я приведу их, и они придут и поклонятся ногам твоим, и признают, что я возлюбил тебя». Откровение 21:3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, имеющего ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И овладел он драконом, древним змеем, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и бросил его в бездну, и закрыл ее, и запечатал». Прежде чем перейти к следующим материалам, хочу сделать акцент на некоторых моментах, отмеченных в только что продемонстрированном фильме. Первое. Установление Хаббадом связей не только с первыми лицами, но и их советниками, помощниками, секретарями и так далее, с целью использования последних в качестве агентов своего влияния. Второе. Переплетение глобальных планов Хаббада и масонства, представленного в фильме фигурой Альберта Пайка, масоном высшей 33-й степени. Третье. Утверждение, что религиозные догмы Хаббада являются искажением традиционного иудаизма, а сами хаббадники – это враги еврейского народа. И четвертое. Программа Хаббада по приведению в этот мир Машиаха через моральное разложение и масштабные войны. Прошу вас зафиксировать эти моменты в своей памяти, так как они найдут свое продолжение в дальнейших материалах этого выпуска. А теперь продолжим. Сейчас все более нагнетается ситуация вокруг предоставления западными странами права Украине использовать против России так называемый дальнобой. На момент подготовки данного выпуска катастрофической атаки вглубь российской территории пока не произошло. Однако все замерли в ожидании. Но что тут главное? Вот как выглядит карта потенциального радиуса поражения российской территории. И в этой зоне находятся несколько атомных электростанций. Станут ли они мишенями для дальнобойных западных ракет? Учитывая безумный фанатизм глубинных заказчиков масштабных войн, напрямую влияющих на правительство коллективного Запада, ожидать можно всякого. Ну а каков будет ответ России, симметричный или асимметричный, остается только догадываться. И уж коль скоро мы заговорили об атомных электростанциях, предлагаю вам посмотреть небольшую нарезку из очень знакового видео, размещенного на канале известного журналиста Андрея Караулова. В этом материале так или иначе находят продолжение несколько вышеобозначенных тем: о финансовом могуществе глубинного народа, о глубинных агентах влияния вокруг первых лиц и о глубинных выгодоприобретателях от будущего президентства Трампа. Что сегодня происходит с ураном? Много разговоров о том, что мы
по-прежнему якобы, так сказать, кормим Соединенные Штаты ураном, и не только ураном. Что сейчас происходит с бывшей сделкой Гор-Черномырдин, урановой сделкой, в каком она состоянии нынче? Да, на самом деле это не якобы, мы продолжаем поставлять уран в Соединенные Штаты. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что сделка с Гор-Черномырдин закончилась в 2013 году, она была на 10 лет. Она касалась там конкретных объемов урана, высокообогащенного урана, который был разубожен, превращен в энергетический и поставлялся в Соединенные Штаты для обеспечения энергетики Соединенных Штатов. Ядерных реакторов Соединенных Штатов в 3 раза больше, чем в Российской Федерации. И, соответственно, ВВП Соединенных Штатов, который производится только на российском уране, который пришел с российских обогатительных производств, равен ВВП всей Российской Федерации. Еще раз. Вот мы поставляем в Соединенные Штаты с наших обогатительных заводов такое количество урана, что электричество, полученного из этого урана, позволяет Соединенным Штатам создать внутреннего валового продукта, стоимость которого равна всей экономике Российской Федерации. То есть в любой момент Российская Федерация могла создать в Соединенных Штатах коллапс, просто не поставляя туда урана. Если бы такое произошло, Соединенные Штаты, весь бы газ, добываемый на территории Соединенных Штатов, оставили бы на территории Соединенных Штатов, даже стали бы скупать по всему миру газ. Соответственно, в Европу никогда не пришли бы газовозы не только из Соединенных Штатов. Кувейт бы полностью отправлял бы все газовозы сразу напрямую в Штаты. То есть Европа бы оказалась без газа. Всего лишь навсего, закрывая половину атомных станций Соединенных Штатов за счет отказа от поставок, мы могли бы создать в Европе коллапс. Мы воюем гибридной войной с НАТО, имея возможность устроить энергетический коллапс как в Соединенных Штатах, так и в Европе, но при этом почему-то это не делаем. Теперь смотрим, что дальше произошло. Мы с тобой доводили эту информацию, были подготовлены документы, доложенные президенту. В Соединенных Штатах, понимая, что к власти придет Трамп, определенные люди тоже готовились, и в Соединенных Штатах приняли закон, запрещающий поставки российского урана. Тут и до президента Путина дошли бумаги, и Путин сказал рассмотреть вопрос о прекращении поставок. И тут произошло самое смешное. Я сейчас всех наших зрителей предлагаю в голове, значит, нарисовать, вообразить вот этого фокусника, который из котелка, из цилиндра точнее, будет доставать кролика. Вот смотрите, я вам сейчас достану кролика. Люди, которые, по сути дела, предавали национальные интересы Российской Федерации, торгуя ураном с нашим геополитическим врагом, желая соблюсти все политесы и как со стороны Соединенных Штатов, так и в Российской Федерации, сделали следующий финт ушами. Они весь требуемый Соединенным Штатам объем урана стали отгружать, внимание, в Китай. В Китае построены госкорпорацию Росатом заводы по обогащению урана, которые в объеме, который у них был, этот уран весь шел на энергетику Китая. Соответственно, российский уран поехал в Китай, а китайский уран в том количестве, в котором приехал российский, поехал в Соединенные Штаты. Я достал кролика, можете посмотреть на него. Фактически, как говорится, не мытьем, так катанем, предатели продолжили снабжать нашего врага самым главным стратегическим сырьем. И вот теперь что важно. Атомные станции США построены в 70-е годы. Они принадлежат практически все людям одной определенной национальности. Чтобы не разжигать межнациональную рознь, мы эту национальность называть не будем, но каждый из вас ее знает. Это, естественно, не коренной народ
Соединенных Штатов. Ну и, кстати говоря, не коренной народ Российской Федерации, ну, есть только не считать земли Хазарии коренными землями Российской Федерации. Так вот, получается, люди этого народа контролируют все атомные станции США. Это значит, атомные станции, построенные в 70-е годы, новых не строятся практически. Они на сегодняшний день ничего не стоят в капексе, то есть капитальные затраты на них уже отбились. То есть вся прибыль — это по сути операционные расходы и стоимость топлива. Чтобы было понятно, в реальной цене это составляет половину. То есть владельцы атомных станций в США сейчас получают 50% прибыли от выручки. Норма прибыли в Соединенных Штатах 50%, которые имеют владельцы атомной станции, это прибыль больше, чем у Илона Маска, значит, на всех его этих, значит, супертехнологиях. То есть таких не имеет доходов никто, удельных. Как ты это все оцениваешь? Это что, государственный переворот, который реально подготовлен? Вот очень много об этом сейчас говоришь, о госперевороте, возможно, в России. Что это такое в переводе на русский язык политически? Вот все то, о чем ты сейчас сказал. Но я еще раз повторюсь, я подготовил соответствующий документ уже давно. Он на столе у президента, поэтому возник вот этот вопрос. Дальше уже по итогам того, что я сейчас рассказываю, я тебе обычно рассказываю то, что уже отработано в документах и передано достоверно уже туда, откуда его не выдернуть назад. Соответственно, вся эта ситуация рассмотрена. Более того, как ни парадоксально, Трамп, который сейчас приходит к управлению Соединенными Штатами, он является покровителем этого самого народа, который владеет этими атомными станциями. Главным требованием Трампа будет, чтобы Российская Федерация продолжала поставки урана. Очень рекомендую посмотреть этот материал полностью. Ссылку на полное видео вы найдете под этим выпуском. А теперь продолжим. Как вы помните, одним из обязательных условий приведения в этот мир Машиаха, то есть Антихриста, является моральное разложение человечества. О том, чьи уши торчат за этой поистине сатанинской программой, я уже не раз рассказывал в своих выпусках. В том числе ссылаясь на адресованные мне гнойные послания, в которых религиозные поводыри глубинного народа сами все говорили. В продолжении темы хочу познакомить вас с новым посланием, позволяющим мне утверждать, что Хаббат – это не что иное, как ОПГ, то есть организация пидоров гнойных, объединившая вокруг себя братьев по гнойному разуму. Это послание с претенциозным названием «Меморандум» пришло 27 октября этого года с доменного адреса Конференции европейских раввинов, что подчеркивается и соответствующим логотипом. Адрес отправителя в переводе с немецкого означает «Тайная канцелярия княжества». Стиль меморандума в точности повторяет приговор, вынесенный мне год назад и подписанный лично августейшим князем Гольдшмидтом. Прежде чем ознакомить вас с текстом послания, сразу оговорюсь, что на этот раз оно не очень длинное, так что заскучать вы не успеете. Тем более, что по ходу чтения я буду прерываться на необходимые комментарии и сопутствующую дополнительную информацию. Итак, начнем. Немилостивый сударь, чем возмутило тебя искусство Велвла Бортникова десятилетней давности? В могучем гомосексуализме нет ничего бесславного. В Торе священный половой акт живописуется так: покинет человек отца и мать своих и приклеится к жене своей. Корень приклеится – ДВК. Каббала повсеместно употребляет однокоренное понятие – двекуть для дефиниции связей как между мудрецами, постигающими тайное учение, так и между самими мудрецами и Богом. Да будет он благословен.
Вся каббала Заара нараторствует о беспрерывном потоке священных половых сношений между всеми небесными сущностями, без различия их гендерной принадлежности. Как вы поняли, здесь речь идет о фигуранте второй части данного выпуска, гнойном пидоре Виталии Портникове, которого авторы послания величают Велвлом, а сексуальные извращения которого называют искусством. Что же касается каббалистических трактовок текстов Торы, то они являются яркой иллюстрацией того, насколько религиозные догмы ОПГ далеки от традиционного иудаизма, опирающегося на Тору, то есть Ветхий Завет. А в Торе прямо сказано: если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Книга Левит, глава 20, стих 13. Перед тем, как продолжить погружение в откровенно гнойный меморандум, предлагаю перевести дыхание с помощью поэтической минутки. Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы пидорасы, а корейцы пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев пидорасы были греки, а троянцы пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете, но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. Вот. А теперь вернемся к меморандуму. Читаю дальше. Почему же мы экспонировали видео Велвла в публичный доступ и якобы попрали Велвла? Потому как в то время он восстал против князя, за что и был покаран таким образом в глазах гоев. Также много лет назад взор князя избрал себе и другого одаренного полуеврейского юношу, которого он постановил сделать сановником в поганой РПЦ, дабы всецело искалечить гойскую этику. Его Величество наставил юношу в 32 путях мудрости и 613 заповедях, объяснив ему дополнительно, что запрет книги Ваикра «Не ложись с мужчиной, как женщиной» – это мерзость, не является собой достоверное прочтение иврита. Не насилуй ни мужчину, ни женщину – это мерзость. Заметим, что достоверное прочтение иврита является краеугольным. Раби Насон Шерман, легендарный наперсник и конфидент князя, учит, например, что Эстер пребывала не приемной дочерью, а женой Мордехая, имевшей божественное дозволение одновременно заниматься сексом и со своим мужем, и с царем неевреем. Куда больше Раби Шерман наставляет миллионы благодетельных читателей Торы, что для кошерного и успешного союза весьма приличествует благоразумная, половозрелая трехлетка, какой была наша праматерь Ривка. В дальнейшем ортодоксальный раби Стивен Гринберг, тоже принявший традицию от князя, сложил 300-страничный фолиант. Его название сразу приведу на русском. «Борьба с Богом и мужчинами», а можно перевести и людьми, гомосексуализм в еврейской традиции.
о традиционном еврейском гомосексуализме, где привел сие истолкование. Итак, на чем бы хотел сакцентировать ваше внимание в этом отрывке из меморандума? Во-первых, мы узнали, кто слил в публичное пространство интимное видео Портникова. И главное, за что? Оказывается, это была расплата гнойного пидора Велла за то, что он каким-то образом проштрафился перед князем Гольдшмидтом. Во-вторых, мы узнали, что ложиться мужчине с мужчиной как с женщиной – это вовсе не мерзость. А те, кто продолжают считать это мерзостью, просто не знают правильного перевода священных текстов с иврита. В общем, опять переводчики виноваты. В-третьих, мы узнали, что много лет назад с подачи князя некий юноша-полукровка был внедрен в русскую православную церковь с диверсионной целью, цитирую, «искалечить гойскую этику». К разговору об этом загадочном полукровке мы еще вернемся. Тем более, что в дальнейшем тексте меморандума содержатся абсолютно прозрачные намеки на конкретную личность. И, наконец, главное, на чем хотелось бы заострить ваше внимание. Мы узнали, что, еще раз цитирую, «для кошерного и успешного союза весьма приличествует благоразумная, половозрелая трехлетка, какой была наша праматерь Ривка». На фоне этих мерзейших откровений аббревиатуру ОПГ можно с полным правом расширить до ОППГ. То есть мы имеем дело с организацией пидоров и педофилов гнойных. Сейчас я предоставлю вашему вниманию документальные материалы, в которых демонстрируются жуткие результаты такого кошерного подхода к детской теме и того, что за ним кроется. Эти материалы опубликованы в 3 частях, переведенного на многие языки, фильма «Расследование» уже известного вам немецкого канала КЛА-ТВ. Я сделал для вас нарезку только из 1/3 части, но и она получилась довольно объемная. Потому что моя цель – показать не столько голые факты, сколько систему, опирающуюся на, с позволения сказать, религиозную доктрину ОППГ. Перед просмотром сделаю необходимую преамбулу, состоящую из 3 кратких цитат из ранее полученных мною посланий. Первая цитата из приговора, вынесенного мне князем Гольдшмидтом. «Знай, что я не только породнен с Ротшильдами и британским королевским семейством». Вторая цитата из письма, пришедшего с электронного адреса Талдот и описывающего торжественный прием у князя по случаю еврейского праздника Шавуот. «Находились тут члены главных масонских лож и члены британской королевской семьи». Третья цитата из этого же письма. «Да вообще представляешь ли ты, на кого ты взбунтовался? Hello. На князя Шлита, на того, кто дает повеление масонам 33-й степени, кто благоговеем мировыми лидерами». Обозначенные связи помогут вам распознать глубинный подтекст данных, приведенных в немецком фильме и стоящей за ними гнойной системы. И если то, что вскрыто в этом видеоматериале, кому-то покажется невозможным или как минимум маловероятным, вспомните известное изречение Шарля Бодлера. Самая изощренная хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует. К сожалению, не могу пожелать приятного вам просмотра, но очень надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца. Сатанинский ритуал на конкурсе Евровидения 2024 года. Тейлор Свифт
представляет сатанизм открыто на сцене. Так же, как и другие мировые звезды, такие как Мадонна, Адель, Пинк и Бейонсе. Олимпийские игры открываются и сопровождаются сатанинским шоу. Образ бога Ваала, который вот уже 4500 лет известен настоящими детскими жертвоприношениями, стоит прямо на сцене. Апокалиптический всадник на бледном коне, смерть, предстает в масштабном действии, в соответствии с руководящим принципом самозваной элиты. В Тулузе отмечается грандиозный фестиваль с гигантскими идолами, которые мистически символизируют человеческие и детские жертвоприношения. Американская поп-певица Майли Сайрус, игравшая Ханну Монтану в телесериале, поет о сатанисте Алистере Кроули, который публично пропагандирует кровавые жертвоприношения младенцев и прославляет сатанинские кровавые ритуалы времен Великих мировых войн. Оззи Осборн посвятил этому сатанисту целую песню. Led Zeppelin пели о доме Алистера Кроули, а Битлз поместили его изображение на обложке одного из своих альбомов. Музыканты и певцы Дэвид Боуи и Майкл Джексон также в своих выступлениях превозносили сатаниста Кроули. Кроули был изгнан из Италии Муссолини в 1923 году, когда стало известно о его сексуально-магических сатанинских ритуалах. Марина Абрамович, востребованный посол Украины и разжигателя войны Зеленского, продолжает наследие Кроули. Метод включает в себя дегуманизацию, унижение и каннибализм. Леди Гага – одна из ее выпускниц. Она оставила в гостиничном номере ванну, полную крови. Марину Абрамович спонсировал фонд Ротшильдов. По словам бывшего сатаниста Джона Тодда, Ротшильды считаются рупором Люцифера, лидерами сатанинской секты. Прославление сатанизма, культ Люцифера и каннибализм публично пропагандируются раскрученными звездами. Голливудский актер Мэтью Перри потратил годы на сбор информации, чтобы раскрыть педофильскую сеть в самом сердце голливудской индустрии развлечений. Он написал об этом разоблачительную книгу и рассказал о своих откровениях в Инстаграм. В возрасте 54 года его нашли мертвым в ванной. Та же участь постигла Айзека Каппи, Пола Уокера, Криса Корнелла, Честера Беннингтона, Авичи и Анну Хедж, которые также публично заявили о своих разоблачениях Голливуда. Герман Ницше, пропагандировавший убийство как элемент искусства и публиковавший фотографии убитых детей, удостоен самых высоких наград. Недавно в Штутгарте была представлена сатанинская опера «Санкта» с обнаженными актерами, покрытыми кровью. На сцене они занимаются извращенным сексом, наносят друг другу раны, в ход идет настоящая кровь, оскверняют крест и обливают грязью христианскую веру крайне непристойным образом. Опера настолько отвратительна, что во время первых двух представлений 18 человек были вынуждены лечиться от тошноты и шока. Неужели все это просто искусство и культура? Нет. В выпусках «Кровавая секта 1 и 2» Лоис Засик опубликовала 138 сообщений от жертв сатанистского ритуального насилия и 77 показаний свидетелей об этих жестоких ритуальных практиках. Эти жертвы и свидетели назвали в общей сложности 82 преступника и указали на элитные сети преступников.
Сейчас вы смотрите третий выпуск «Кровавой секты», в котором еще 247 жертв и 135 свидетелей рассказывают о сатанинском ритуальном насилии и жестоких жертвенных ритуалах. Среди прочего, жертвы называют имена 172 преступников и соучастников. Свидетельства выживших со всего мира абсолютно идентичны и рисуют одну и ту же картину, как резюмировал основатель КЛА-ТВ Ива Засик в 2015 году. И вы должны знать, что сатанинские силы сейчас развились таким образом, что в каждой стране, в каждой культуре жертвоприношение детей стало нормой, чтобы умиротворить духов. Это безумное учение сатаны, Люцифера, что в конце концов всегда должны быть детские жертвы, убийства и человекоубийства, кровопролитие без конца, чтобы умиротворить богов. Так было во всех странах, и резня становилась все больше, насилие все ужаснее. Вырождение, сексуальное вырождение и все эти вещи становились все более драматичными. И у них с собой младенец, и монсеньор приносит в жертву этого младенца. Жертвовали детей, и они тогда убивали младенца. Оттуда меня отвезли в группу, которая проводила сатанинские ритуальные надругательства. Эта группа, известная во всем мире, масоны. И вот они взяли мальчика и принесли его в жертву. У масонов есть ложи по всему миру. Я также помню ритуальное убийство ребенка. И тогда меня заставили убить ребенка, приставив пистолет к моей голове. Я видела, как убивали детей. Я видела, как убивали младенцев. Они практиковали своего рода питье крови и каннибализм как часть своей религии. И я также присутствовала при детских жертвоприношениях. Это был ребенок примерно моего возраста. Потом его связали и положили на каменный алтарь. Они вскрыли ему грудь и вырезали сердце. Когда вы думаете о том, что невинное существо проходит через такое, он кастрировал его, вскрыл ему живот, выпотрошил, а затем ударил ножом в сердце, прежде чем столкнуть его с алтаря в огонь. Они так поступали с каждой жертвой. Это были сатанинские ритуальные оргии. Поймите это, наконец. На этих вечеринках были не только взрослые. Взрослые отвечали за детей рабов, которые были на вечеринке. И я была одной из этих детей. Организации по защите детей, их поставщики. Да, я была на вечеринке Диди. Я была одним из подарков на вечеринке. Я молю Бога, чтобы настал этот день. Я молю Бога, чтобы наступило это время, потому что все жертвы заслуживают какого-то правосудия. И все дело в том, чтобы взять на себя ответственность и сказать, что нам чертовски жаль, что мы не услышали вас давным-давно. Есть люди, которые мертвы, и дети, которые лишились своих жизней, потому что никто не слышал. И теперь я хочу, чтобы все слышали. Вы опоздали. Это была лишь одна из 120 жертв, выдвигающих обвинения в скандале вокруг поп-звезды Пи Диди. Таким образом, вы увидели всего 162 секунды кинокадров, на которых запечатлены в общей сложности 8 жертв из «Кровавой секты 2». Однако в этом фильме я обработала целых 65 часов кино- и аудиоматериалов от 247 жертв и 135 свидетелей. Все это жуткие свидетельства сатанинского ритуального насилия. Я даже не буду упоминать здесь в фильме самые извращенные и бесчеловечные действия, потому что об этом уже сказано в Библии в послании к Ефесянам, о том, что такие вещи, происходящие тайно, отвратительны и постыдны даже для упоминания. Но в следующем предложении прямо говорится, что мы должны публично разоблачать все дела царства тьмы, совершаемые тайно, чтобы они были наказаны светом. Я показываю вам этот библейский отрывок в том виде, в каком его перевел с оригинального библейского текста мой отец Ива Засик. Именно поэтому
Я обобщила все эти многочисленные свидетельства в данном фильме, чтобы пролить свет на эти позорные деяния и, наконец-то, добиться того, чтобы беспомощные были услышаны. Здесь нужны мы с вами, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Нужен свет. Я изложила весь этот материал так кратко, как только можно, с потом и слезами. Иногда мне приходилось бегать в туалет, потому что от этих всех зверств, свидетельств, свидетелем которых я стала, меня тошнило. Скандал с Пи Диди, который недавно стал достоянием гласности, включает в себя десятилетия интриг, злоупотреблений, шантажа, торговли людьми и смертельного насилия. По данным прокуратуры, Диди руководил преступной сетью. Из 120 жертв, выдвинувших обвинения, 25 были несовершеннолетними. Самая младшая из них была всего 9 лет. В напитки жертв часто подмешивали наркотики, чтобы сделать их сексуально покорными. Пи Диди – один из самых влиятельных голливудских кукловодов. В круг его знакомых входят высокопоставленные политики и бывшие президенты. Рэпер Сьюдж Найт заявил, что рейды были направлены не против Диди, а на уничтожение уличающих изображений киноматериалов о влиятельных людях. То же самое происходило в деле Дютру в Бельгии, в деле Тейхтмастера в Австрии и в деле Эпштейна в США, а также в деле Хойделя-Гарен на острове Джерси и в деле Зандварта в Нидерландах. Инкриминирующие киноматериалы, которые могут указать на педокриминальную сеть, всегда конфискуются первыми. Сотни свидетельств и жертв рассказывают в своих показаниях, какие улики можно увидеть на этих видео, а именно знакомые лица мировых знаменитостей, которые издеваются над детьми, пытают их, а иногда и замучивают до смерти. По словам очевидцев и жертв, это глобально организованная педокриминальная сеть. Она организована теми, кто возомнил себя элитой. Вечеринки Пи Диди также посещали такие знаменитости, как звезды поп-музыки Джей Зи, Бейонсе, Ашер, Мик Милл, Рик Росс, Френч Монтана, также звезды кино Кьюба Гудинг-младший, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и множество других высокооплачиваемых актеров, обладателей премии «Оскар» и даже главных голливудских режиссеров. Например, Тома Хэнкса можно увидеть было с маленькими девочками, одетыми и накрашенными, как взрослые женщины. Британский принц Гарри, оказывается, также является хорошим приятелем Пи Диди. Журналист-расследователь Лиз Крокин обнаруживает, что у круга Эпштейна были связи с Пи Диди. В списке высокопоставленных лиц, которые, как известно, встречались с Эпштейном, есть, например, Ариана де Ротшильд. Кровавая секта 3. Дальнейшие жертвы и свидетели сообщают о станинском ритуальном насилии. Выжившая Сью из Южной Калифорнии пережила жестокие пытки и ритуальное насилие. Она присутствовала при сожжении ребенка на костре. Родители Дэвида Шуртера поклонялись сатане, поэтому он с детства был жертвой сексуального насилия и сатанинских ритуалов. На сатанинском уроке его заставили убить мальчика, который был привязан к стулу. И прежде чем заставить вас убить другого человека или другого ребенка, они сводят вас с ребенком, чтобы вы установили эмоциональную связь, чтобы травма усугубилась. Для меня это был кошмар от начала и до конца. Это был просто абсолютный кошмар. Выжившая Эллен также рассказывала о подобных ритуалах и о неописуемом чувстве вины за то, что она что-то сделала с детьми. Думаю, самым страшным было видеть, как пытали других детей, или как мне самой приходилось что-то делать с другими детьми. Думаю, это было хуже, чем то, что случилось со мной. Карин рассказывает, как ей пришлось расправиться с 20-30 вьетнамскими детьми-беженцами самым ужасным образом в рамках ритуала. Сначала ее руку с ножом направляли, затем ей пришлось сделать это самой. Все мальчики погибли. Кэрри Аладжи более 3 часов рассказывает о жестоких сатанинских ритуалах, издевательствах и пытках, которые она пережила. Среди прочего, ее биологический отец с ранних лет подвергал ее насилию и использовал для создания детской порнографии. Но давайте посмотрим, что пела известная немецкая панк-группа Die Toten Hosen 30 лет назад.
Мне нравится немного жестокий детский секс в стиле садомазохизма. Главное, чтобы это было не притворство, а стопроцентная реальность. Настоящее изнасилование, настоящее убийство. Что-то подобное быстро доводит меня до кульминации. И это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Потому что я ощущаю в себе жизнь только тогда, когда кто-то другой теряет свою. Певец Кампино, очевидно, не испытывал отвращения, но получал огромное удовольствие, распевая об этих злодеяниях. Интересно, что именно Кампино в прошлом году был приглашен на государственный банкет с королем Карлом. То, о чем так весело поют Дихозен, к сожалению, стало ужасающей реальностью для таких детей, как 13-летний Мануэль Шадвальд. Мануэль Шадвальд был продан продюсеру снаф-фильмов Уорвику С. На яхте, принадлежащей Гэрриту У, главе сети детской порнографии в Зандворте, Мануэля убили на камеру во время съемок снаф-фильма. На съемках также присутствовали известные личности. В рамках своего расследования социальный работник Джина Парденс получила снаф-видео, на котором запечатлено убийство Мануэля Шадвальда и убийство девочки. Джину убили, когда та пыталась передать эти видеозаписи следственным органам. В роликах фигурировали известные преступники. После обширного исследования журналист Оливер Грейв опубликовал свое расследование «Дело Мануэля Шадвальда и сеть Зандворта». Притом уполномоченный правительство Германии по вопросам насилия подтверждает, цитата, «Детей убивают даже на камеру». Бывший басист Scorpions Ральф Рикерман также рассказал в интервью, что есть люди, которые готовы заплатить до $100 000, чтобы увидеть, как убивают человека. В Германии было несколько сообщений о сексуальном насилии над детьми в связи с ритуалами. В настоящее время это приняло относительно большие масштабы. Профессор-фольклорист, доктор Элизабет Рот, владеет более чем дюжиной языков и имеет хорошие связи в Ватикане. Она написала 4 тома, вот цитата. «Это пьющие кровь сатанисты, которые выращивают детей для убийства, без свидетельств о рождении. Их целью является детское рабство, сексуальное насилие над детьми и пытки, чтобы повысить адреналин в крови, пока дети не будут убиты, чтобы выпить их улучшенную кровь в сатанинских кругах во время оккультных церемоний. Самолеты, полные детей без документов, возятся в страну. Большинство из них подвергаются такому насилию и пыткам, что обычно дети не выдерживают и 2 лет, по словам Стила, бывшего советника правительства США. Я передал в Великобританию подробные сведения о людях, занимающихся торговлей детьми, имена. Они дошли до правительства. Никто не хочет никак действовать, не хочет ничего делать. Я передал правительству имена людей и название компании, через которую они отмывали деньги. Куда были увезены дети? Это попало в Ми-5, Национальное агентство по борьбе с преступностью. Никто ничего не делает. А когда вы видите имена, вы понимаете почему. В детстве Диана была продана правительству США для секретных экспериментов и пыток со стороны военных. Она рассказывает о сети подземных военных баз и туннелей под названием «Дамбс», которые также расположены под колледжами и университетами. Например, под Ельским университетом. Этот элитный университет выпустил один за другим 5 президентов США, а также множество верховных судей и глав различных иностранных государств. Тайное общество Ельского университета под названием «Череп и кости» также вырастило ведущих деятелей политики и бизнеса, включая 3 президентов США. Один из этих подземных бункеров также находится под Кэмп Дэвидом, место отдыха нынешнего президента США. МК Ультра, проект ЦРУ. Это были самые жестокие методы пыток. Они пытались выяснить, как работает человеческий мозг. Что нужно сделать, чтобы сознание отделилось? Или чтобы человек делал именно то, что я хочу? Как создать сексуального раба и многое другое? Они использовали электрический ток, самые жестокие изнасилования, сатанинские обряды. Они практиковали все, действительно все, что запретил Бог.
Политиков шантажируют двумя способами. С одной стороны педофилией, а с другой деньгами, коррупцией. Сердце зла этих групп, этих сатанистских групп, находится под землей, в системах туннелей. В системах туннелей. Именно там расплодилось зло. Именно там они создают свою энергию. Именно там они генерируют и проводят свои ритуалы. Именно там они генерируют свою силу. По сути, мы уже держим зло за шкирку. Потому что люди теперь знают о нем. И вот еще что я вам скажу. Надя Марценко, личный пилот Джеффри Эпштейна, призналась, что во время землетрясения 1999 года в Турции было похищено бесчисленное количество детей и вывезено в США на частных самолетах. А во время землетрясения в Турции в 2023 году тысячи детей, которые были спасены живыми из-под завалов, по сей день считаются пропавшими без вести. А ведь их увезли на странных белых машинах, сказав, что детей увезли в больницу. И дети до сих пор нигде не появлялись. Да, мы уже схватили зло за шкирку, потому что люди теперь знают о нем. Вот почему вы должны очень активно распространить это видео. Тогда зло не сможет удержаться, мои дорогие. Я могу продолжать бесконечно рассказывать истории о жертвах и свидетелях кровавой секты, но фильм получился бы слишком длинным. Поэтому сейчас я просто покажу вам имена других жертв и свидетелей ритуального насилия и пыток МК Ультра, которые заявили о себе. За каждым именем стоит история, человек, целый документальный фильм. В документальном фильме «Выжившие», который в настоящее время демонстрируется во французских кинотеатрах, еще 6 выживших выходят из тени. Выжившая Карин из Германии дала показания на немецкой телефонной радиопередаче «Домиан». Другие свидетели и педагоги также решительно разоблачают сатанинское ритуальное насилие, происходящее по всему миру. У меня есть подробная информация, отчеты и надежные источники относительно всех этих свидетелей. Я разместила все обширные разоблачения в различных местах и сделала множество копий. Почти все жертвы и свидетели сатанинско-ритуального насилия говорят о самозванной властной элите, всемирно связанной сети преступников. Кровавая секта 3. Дальнейшие жертвы и свидетели сообщают о сети элитарных преступников. Выжившая Хейс выросла в семье, практикующей сатанинский культ. Она пережила ритуальное насилие во многих странах. Хейс также была в Белом доме. Они до сих пор гордятся своей властью, гордятся своей родословной, своей кровной линией. Люди видят в них очень обеспеченных людей. Хейс называет места преступлений, усадьбы, замки, например, в Гейдельберге, а также общественные территории. Немцы и британцы очень тесно сотрудничают. Но дело в том, что это происходит повсеместно и в основном в элитных кругах. Наше правительство, наши церковные лидеры и корпорации, крупные корпорации. Все люди, стоящие во главе всего этого, в основном сатанисты. И поэтому для нашей культуры, для нашего мира очень важно, чтобы это было разоблачено и остановлено. Вот что делает вещи такими темными на нашей планете. Дорогие зрители, именно поэтому мы раскрываем эти злодеяния. Выжившая Дея Хайбел и многие другие жертвы и свидетели сообщают, что вся судебная система пронизана преступниками, а также адвокатами, которых ставили и продолжают ставить в опасные ситуации и шантажировать. Поэтому для жертв сатанинского ритуального насилия не существует справедливости. Смотрите подробно об этом в документальном фильме расследовании на Кла ТВ «Правосудие по всему миру запуталось в педокриминальных преступлениях». К сожалению, у нас есть много людей, которые копали в этом направлении, и которых уже нет в живых. Их просто вытолкнули на обочину. За последние несколько лет в тюрьму попали те, кто шел по следу этих структур и сетей ритуального сексуального насилия. Например, Натали Шанталь. А тех, кто сейчас находится в тюрьме, помещают в правый угол. Их порочат, представляют и изображают как граждан Рейха. Они же активно занимались защитой детей. Бывший офицер генерального штаба Макс Эдер был арестован по обвинению «Рейхсбюргер», правый экстремист. Он смог проверить информацию в деле Натали и заверить ее нотариально. После экспертного заключения по делу Натали
Он едва избежал покушения в Мюнхене. Его квартиру несколько раз обыскивали. За водителем Эдера следили на автобане по пути в Германию, и он попал в аварию. Все свидетельства о специальных операциях в подземных военных туннелях Дамс, в Базельском треугольнике, бункерных объектах и районе Боденского озера были сохранены Эдером и переданы на хранение адвокатам и нотариусам. Эти факты свидетельствуют о том, насколько замешаны политики, власти и ведомства. Выдержка из его письма от 01.05.2023 года. Там я смог собрать богатый материал, который включает в себя фотографии, видео и имена. Этот список также включает имена политиков самого высокого уровня, которые по понятным причинам будут чувствовать себя более чем неловко, если я их опубликую. У нас больше нет нормальной судебной системы. У нас точно нет нормальной прокуратуры. Мы знаем, что у нас есть политики, которые являются педопреступниками. Мы знаем, что у нас есть судьи, прокуроры и начальники полиции, которые являются педопреступниками. И это скрывается. Это скрывают, упрятав за решетку тех, кто говорит об этом. Лоран Луи, бельгийский политик, представил четкие доказательства того, что официальная версия скандала вокруг растлителя детей Марка Дютру не может быть правдой. Вот выдержка из его выступления в парламенте. Педофилы все еще пользуются защитой, и это только потому, что они входят в состав правящих сил. Именно они влияют на правосудие. Как еще можно объяснить тот факт, что тех, кто хочет найти правду, преследуют и делают все, чтобы заставить их замолчать? С каких пор члену парламента не разрешается представлять доказательства, свидетельствующие, что версия событий, предложенная судами, не соответствует истине? Вместо того, чтобы получить похвалу и признание за свою работу, Луи стал объектом кампании ненависти в Бельгии. Клевета, преследования, обыски в домах, цензура на его сайте. Против него было возбуждено дело и составлено психиатрическое заключение. Он был приговорен к штрафу в 50 тысяч евро и 20 месяцам лишения свободы условно за то, что в парламенте назвал премьер-министра Бельгии педофилом. Однако факты, которые он раскрыл в деле Дютру, по-прежнему игнорируются. Сегодня я собираюсь затронуть тему, которую долгое время не решался поднимать, потому что она просто слишком опасна. А именно, невыразимое зло сатанистов и людей, пьющих кровь. В моем распоряжении более десятка нотариально заверенных свидетельств о подобных событиях. Например, бывшая жертва, женщина, которую в 4-летнем возрасте заставили вонзить кинжал в сердце ее сестры-близнеца. А затем участники, представители высшего общества и политики, полакомились маленькой девочкой, выпив ее кровь и съев ее органы. Все это настолько возмутительно, что в это невозможно поверить. И что нами управляют такие люди во всех сферах. Когда старший прокурор хотел начать расследование, он уже на следующий день был мертв. Наше ФБР коррумпировано. Верховный суд коррумпирован. Министерство юстиции коррумпировано. Средства массовой информации коррумпированы. Вся страна коррумпирована. Потому что мы отвернулись от всемогущего Бога. Тот, кто думает, что в этом обществе можно сделать карьеру, не будучи причастным ко злу, ошибается. Когда вы видите поп-звезд, сделавших звездную карьеру, или киноактеров, или художников, вы думаете, что они добились этого своими собственными усилиями? Это далеко не так. Они часть системы. Успешный боксер-профессионал Райан Гарсия, который сам был жертвой насилия и свидетелем сатанинских ритуалов, рассказывает, как влиятельных личностей покупают с помощью так называемых спонсорских контрактов, чтобы они только придерживались заранее определенной повестки дня по политическим вопросам, например, по ЛГБТК. Подписав такой контракт, например, на $50 миллионов, эта личность затем получает только положительные отзывы в СМИ и проталкивается в них. Как только вы взяли деньги, вы входите во внутренний круг голливудских иллюминатов. Если после этого вы отправитесь на последующую вечеринку, все комнаты будут прослушиваться, и в доме произойдет нечто гнусное. С этого момента вы можете быть связаны с этим как соучастник. Так что шантаж – идеальный вариант. Клинический психолог, терапевт и независимый журналист Йоахим Хагопиан написал серию книг о педофилии
и империи. Сатана, содомия и глубинное государство. Он имеет степень магистра клинической психологии и четверть века проработал в сфере психического здоровья с детьми и подростками, подвергшимися насилию. В итоге он свидетельствует о тщательном разоблачении современной глобальной сети торговли детьми, которая действует на самых высоких уровнях власти и служит в первую очередь для шантажа видных политиков и артистов. Кровавая секта 3. Связанные со школой рассказы жертв и свидетелей. Бывший ученик Олденхэмской школы Крис Стивенс, принявший с тех пор сценическое имя Феникс Каспиан, прерывает свое молчание. Король Чарльз и его близкие друзья насиловали и пытали сотни детей, включая его самого. В этой элитной британской школе детей систематически подвергали ритуальным изнасилованиям и ужасным методам пыток, чтобы превратить их в преступников и марионеток жестокой системы. Один из примеров – барон Ричард Винсент, который принес много страданий и несчастий населению в качестве офицера генерального штаба во время Ирландской войны. Цитата. Такие учителя, как Алан Пикфорд, Ник Пулман и Джим Твелс, не только насиловали учеников, но и поощряли старших учеников насиловать, домогаться, избивать и пытать младших. Феникс Каспиан описывает жестокие ритуалы пыток, призванные отключить память детей. Школа управляется английской королевской семьей, как масонский храм. Ритуальное насилие над детьми здесь практикуется как оккультная религия. Считается, что принц Эндрю вместе с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном совершал насилие над детьми в школе Олденхэм. Его брат, правящий король Чарльз, регулярно посещал ту же школу вместе с известным педофилом Джимми Савиллом. По словам очевидцев, королевская семья, похоже, серьезно замешана в этих чудовищных преступлениях. Кузина королевы Елизаветы, принцесса Александра, была патроном дома для девочек, находящихся под опекой. Это дало ее бойфренду, серийному насильнику Джимми Савиллу, доступ в учреждение для организации особых выездов. Позже выяснилось, что детей насиловали в лагерях, организованных Савиллом. Связи принца Эндрю с Эпштейном и обвинения жертв в его адрес хорошо известны. В прошлом году появился еще один свидетель, который видел, как принц Эндрю совершал сексуальное насилие над 2 детьми в одном из клубов Киева. Следующее поколение королевских особ также познакомилось с этими жестокостями в раннем возрасте. Рики Шван, которая родилась в семье иллюминатов, принадлежащей к тому же роду, что и королевские особы, свидетельствуют об ужасающих событиях во время своих визитов в Букингемский дворец вместе с принцами Уильямом и Гарри. Она рассказывает о том, как ей и ее сестре-близнецу пришлось вместе с принцами снимать фильмы, в которых они должны были убивать и есть других детей. Во время другого визита ее отвели в подвал. Там стояли клетки, в которых сидели дети, и Гарри хотел, чтобы Рики выбрала нескольких для убийства. Детей было 5, и они убили их всех в Дворцовом парке. Они купались в их крови. Это самое страшное, что она может вспомнить. Изъятие детей – проверенный способ сатанинской секты получить контроль над детьми. Еще один метод, используемый властями или преступниками для того, чтобы лишить детей защиты матери, это синдром отчуждения родителей. Эта теория была разработана американским детским психиатром Ричардом Алланом Гарднером, который также опубликовал различные статьи в поддержку педофилов. Гарднер вместе с Альфредом Кинси и Зигмундом Фрейдом приписывал детям сексуальные потребности, но его целью всегда было узаконить педократию и изнасилование детей. Он также пропагандировал секс с животными и трупами, как естественные формы сексуального поведения человека.
На 13-й антицензурной коалиции Рихард Морец отметил рост числа краж детей и детей, взятых под опеку, в 2015 году. Дети становятся бесправным товаром. Число несовершеннолетних, взятых под опеку органами социального обеспечения молодежи в Германии, выросло с 48 тысяч до почти 78 тысяч. Только с 2014 по 2015 год число краж детей из больниц увеличилось на 42%. В США число детей, пропадающих без вести, каждый год составляет около 800 тысяч, а во всем мире около 8 миллионов, по другим же данным до 9 миллионов. В этом фильме прозвучали различные названия организаций, которые, как утверждается, в той или иной степени причастны к этим сатанинским практикам. Масоны, Голливуд, иллюминаты, люциферианцы, сатанисты. В эпизодах с 1 по 3 кровавой секты нам также встретились жертвы и свидетели самых разных идеологических взглядов, будь то атеисты, мормоны, католики, христианские общины. Также мы познакомились с выжившими, которые вообще не смогли понять, какой идеологии придерживались их мучители. Тем не менее, все выжившие единодушно свидетельствуют, что это элитарная сеть, которая проникла на все важные посты и должности на самом высоком уровне, и что эти круги преступников хорошо организованы и связаны между собой. Да, они даже прикрывают и подстраховывают друг друга по всему миру, чтобы сеть не была раскрыта. Так кто же стоит за этой кровавой сектой, которая прослеживается по всему миру и, похоже, проникла практически во все политические, идеологические и религиозные организации на самом верху? Ведь очевидно, что ни христианская вера, ни, например, низшие степени масонства не имеют ничего общего с этими сатанинскими практиками. Мы спрашиваем выжившую Джесси Чеботарь, кто именно может стоять за всем этим. С 4,5 лет она проходила подготовку в люциферианском братстве иллюминаты. Она утверждает, что высокопоставленные лица путешествуют с одного континента на другой на шикарных яхтах, чтобы нелегально перевозить детей. Но кто те люди, которые приносят в жертву этих детей? Кто те люди, которые требуют этого? Я считаю, что это очевидно. Индустрия с миллионными оборотами. Кто те люди, которые могут себе это позволить? Кто те люди, которые хотят этого? Думаю, спрос и желания исходят от сатаны и демонических духов, особенно от высших демонических генералов. Но их обслуживает элита, или то, что мы называем элитой. Это люди, которые являются страховой защитой иллюминатов. Так, Джесси Чеботарь утверждает, что движущей силой этой всемирной сети преступников является сам сатана и демонические духи. Это утверждение согласуется с подавляющим большинством выживших из передач о кровавой секте 1, 2 и 3. Эти свидетельства проходят через всю тысячелетнюю историю, которая точно описана в Библии, начиная с книги «Бытия», где описаны все люциферианские боги, такие как Ваал и Молох, которые всегда требовали детских жертвоприношений. В Библии сказано, что сатана маскируется под ангела света, и именно так он и поступает. В этой цитате Альберт Пайк говорит, что всем масонам от 30 до 33 степени разрешается слышать, что Люцифер — это Бог, что Люцифер — это Бог, что Люцифер — это Бог. В качестве послесловия к только что просмотренному фильму я просто обязан вновь привести самый яркий фрагмент из всех выступлений раввина Фаермана. Мы понимаем, что зло в этом мире – это неотъемлемая часть добра. Другими словами, если перевести просто на язык простое понятие, зло – это наша свобода воли. То есть источник зла – это Бог, не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. А теперь в качестве дополнения к фильму немецкого канала КЛА ТВ приведу ряд материалов,
которые можно объединить под рубрикой «Информация к размышлению». Вот лишь несколько из вала сообщений на одну детскую тему. В Канаде принят меморандум об украинских детях. Ультиматум России. Монреаль стал местом подписания обязательства вернуть украденных детей Украины из РФ. Политики многих стран мира разработали механизм возврата, а власти Канады сделали заявление на этот счет. Украинские дети, похищенные Россией, должны быть возвращены своим семьям, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Вернуть украинских детей из России и наказать виновных. Франция и Канада выступили с заявлением. Министры иностранных дел Франции и Канады выпустили совместное заявление, в котором идет речь о незаконной депортации украинских детей в Россию. В документе также подчеркивается: мы продолжаем вести деятельность с тем, чтобы сделать возможным это возвращение и оказать поддержку усилиям и посредничеству, которые осуществляются в этом направлении, в частности в рамках международной коалиции по возвращению украинских детей под совместным председательством Канады и Украины и при поддержке Франции. Вернуть украинских детей их семьям. В МИД Канады призвали страны поддержать спасение депортированных граждан. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала другие страны поддержать возврат депортированных украинцев, включая детей. На конференции, где обсуждались шаги по возвращению депортированных из Украины, Мелани Жоли подчеркнула, что ее главная цель – вернуть украинских детей их семьям при поддержке посредников из других стран. Глава МИД отметила важность безопасного приема детей в странах-партнерах перед возвращением их на родину, что, по ее словам, может стать наследием нынешней конференции. Честно говоря, я очень надеюсь, что так называемые незаконно депортированные в Россию украинские дети останутся в местах своей якобы депортации. Особенно на фоне упорных слухов о том, под чьим патронажем украинские дети оказываются на территории стран-партнеров. Например, таких. Фонд Елены Зеленской продает детей с Украины педофилам Европы. Благотворительный фонд Елены Зеленской, который формально занимается помощью детям-сиротам, оказался замешан в торговле этими самыми детьми. Как передает телеграм-канал CSRC Agency, об этой теневой стороне деятельности фонда Зеленской стало известно в результате журналистского расследования, которое провел французский репортер Роберт Шмидт. Ему удалось выяснить, что под прикрытием эвакуационных мероприятий из Украины были вывезены десятки, а по другим данным тысячи несовершеннолетних детей, многие из которых впоследствии попали в преступные структуры, занимающиеся незаконной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Это стало известно из показаний бывшего сотрудника фонда, который предоставил журналистам списки детей, маршруты следования, адреса и прочие внутренние документы. Из них следует, что благотворительная некоммерческая организация Зеленской систематически передавала детей педофилам во Франции, Великобритании и Германии. Шмидт даже открыто называет некоторые имена клиентов этого бизнеса детской работорговли из Украины. Среди наиболее известных французский писатель и журналист Бернар Анри Леви. Примечательно, что упомянутый детский секс-клиент Бернар Анри Леви является не столько французским писателем, журналистом и философом, как его
характеризует большинство информационных источников, сколько еврейским серым кардиналом глубинной неолиберальной политики, отметившимся деятельным участием в событиях арабской весны и украинского Майдана 2014 года, на котором толкнул знаменитую русофобскую речь под лозунгом «Мы все украинцы». И еще информация к размышлению. В представленном немецком фильме засветился Дональд Трамп, сидящий в обнимку с известным голливудским продюсером и рэпером Пи Диди. Против последнего, напомню, выдвинуты обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних, и, как сообщает пресса, других ужасающих преступлениях. В этом контексте заиграл особыми красками первоначальный выбор Трампа кандидатуры на пост генпрокурора США. Речь идет о Мэтте Гетце, который под давлением общественного мнения был вынужден взять самоотвод. В Минюсте США ошеломлены безумным и невероятным решением Трампа назначить на пост генпрокурора Гетца. Об этом пишет NBC News. Член Палаты представителей от Флориды недавно стал объектом расследования ФБР по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Оно завершилось без предъявления обвинений. И в продолжении темы. Против него выдвигались подозрения в незаконной перевозке детей с целью сексуальной эксплуатации. Министерство юстиции отказалось предъявить ему в связи с этим обвинения, однако в отношении Гетца продолжается расследование Комитета Палаты представителей по этике. А теперь краткая информация о том, кто повлиял на столь одиозный выбор Трампа. Как оказалось, кандидатуру Гетца пролоббировал один из топ-советников вновь избранного президента Борис Эпштейн, который к тому же предлагал себя Трампу в качестве спецпредставителя по Украине. Даже самый богатый человек мира Илон Маск, который был на многих переходных встречах на прошлой неделе, в частном порядке отметил, как он удивлен тем, что господину Эпштейну было предоставлено столько полномочий, пишет издание. Имеется в виду Нью-Йорк Таймс. На орбите избранного президента нет никого, кто на данный момент сомневался бы в уровне влияния Эпштейна. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни президентского перехода, несмотря на отсутствие в нем официальной роли, говорится в статье. В частности, Эпштейн, как утверждается, советует Трампу, кого назначить в Минюст США. Также он был лоббистом выдвижения Мэтта Гетца на пост генерального прокурора. В завершении этой темы хочу напомнить об одном глубинном деле, которое обещало стать громким, но было благополучно похоронено и предано забвению. Я имею в виду скандал с обнаружением тайных тоннелей под синагогой 770 в Бруклине, где располагается штаб-квартира Хабада. Напомню, что в хабадских подземельях, кроме всего прочего, были найдены окровавленные матрасы, детские стульчики и коляски. После столь обширной информации к размышлению, которую я вам набросал, пора вернуться к меморандуму от тайной канцелярии князя Гольшмидта, или, проще говоря, синагоги сатаны. В следующем фрагменте речь снова пойдет о том самом полукровке, которого князь, цитирую, постановил сделать сановником в поганой РПЦ, дабы всецело искалечить гойскую этику. Читаю. Однако впоследствии упомянутый юнец, к тому времени возмужавший и снискавший высшие позиции в РПЦ, тоже восстал против князя, утаив от него миллионы евро,
за что также был наказан через верного его величеству молодого самурая, уже не сложившего поганого Сергия Романова, который подготовил видео гомосексуального искусства этой духовной особы, которое мы тоже обнародовали, чтобы разрушить тщеславие того перед гоями. Поэтому ты заслужил не меньшего наказания за свои бесстыдные выступления. Князь гарантирует, что уже твои внуки в Великом Еврейском княжестве не только свяжут себя узами Гименея с собственным же гендером, но вдобавок смогут сочетаться прочными союзами с лисичками кицуне и енотовидными собачками тануки, о чем подсказано в стариннейшем мидраше Берешит Раба. А теперь традиционный разбор только что прочитанного. Прежде всего, по поводу очередных пуганек в мой адрес могу сказать одно. Если бы у глубинных тварей был бы хоть какой-то гнойный компромат на меня, они давно бы его слили. А так, кроме моих, как они говорят, бесстыдных выступлений, и предъявить больше нечего. Тем более, что я сам больше всех заинтересован, чтобы мои выступления увидело как можно больше народа. Далее, по поводу будущего моих внуков, которое решил гарантировать сам князь Гольдшмидт. Так вот, я со своей стороны гарантирую, что князь и прочий гнойный сброд обломают зубы на моих внуках ровно так же, как и на дедушке. Что же касается упоминания отца Сергия, так здесь я также гарантирую, что никакой связи между его низложением и молодым самураем не существует. И ни в каких дополнительных комментариях этот гнойный бред не нуждается. А вот тема молодого самурая и его роли в судьбе некоего духовного лица представляет определенный интерес. Несложно догадаться, что под этим самураем подразумевается Георгий Сузуки, бывший келейник еще недавно очень влиятельного архиерея РПЦ митрополита Илариона. Грандиозный скандал, связанный с этими двумя именами и раздутый до небес либеральными СМИ, не оставляет сомнений в том, что упомянутый в гнойном меморандуме полукровка является никем иным, как митрополитом Иларионом, в миру Григорием Алфеевым. К слову, Алфеев – это его фамилия по материнской линии. Фамилия по линии отца имеет совсем другое звучание. Приведу краткую справку из Википедии. Дед по отцовской линии Григорий Маркович Дашевский. Отец Валерий Григорьевич Дашевский. А теперь вкратце напомню о сути скандала и хрониках пикирующего митрополита. Приведу несколько фрагментов одной из публикаций новой газеты «Европа», которая с особым рвением педалировала эту тему. Митрополит Иларион, некогда правая рука патриарха и второй человек в РПЦ. С 2009 года он был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, фактически церковного МИДа, и часто упоминался в СМИ в качестве потенциального преемника Кирилла. Однако в июне 2022 года без объяснения причин он был отправлен в Венгрию, получив назначение на кафедру митрополита Будапештского и Венгерского, главы одной из самых крошечных епархий РПЦ. Тогда СМИ связывали это загадочное отстранение с антивоенной позицией митрополита, называя его смещение отставкой года. В то же время 18-летний Георгий Сузуки, православный юноша из русско-японской семьи, предложил ему себя в качестве келейника. До этого он уже состоял в переписке с Иларионом, и, по словам Георгия, ему хотелось поддержать иерарха, лишившегося своей должности, и стать учеником митрополита.
Как вспоминает Георгий, с тех пор они все чаще начали проводить время в постели вместе. Сначала Иларион приходил проверить юношу из-за болезни, потом, когда они вернулись в Венгрию, стал навещать его по вечерам, а в конце концов и регулярно спать вместе с Георгием. При этом непосредственно до сексуального акта, как утверждает Георгий, дело не дошло. В распоряжении редакции есть видеозаписи, на которых Иларион в нижнем белье сидит на кровати с почти обнаженным Сузуки. Иларион называет обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Георгия Сузуки беспочвенными и обещает подать судебный иск о клевете. Митрополит подчеркивает, что секса с келейником у него не было. За время совместной жизни у Сузуки в телефоне накопились свидетельства роскошной жизни иерарха. Например, договор на покупку поместья площадью 2360 квадратных метров за 2 миллиона 150 тысяч евро в пригороде Будапешта. Георгий утверждает, что среди спонсоров Илариона могли быть несколько крупных бизнесменов, в том числе находившихся под санкциями. Например, Дмитрий Пумпянский, Год Нисанов, от себя добавлю горско-еврейский олигарх, Петр Авен и Валерий Коган. Вот такая веселая еврейская компания. В январе 2024 года Георгий решил бежать, убедив Илариона в том, что ему требуется сдать анализ крови в Будапеште. Он покинул территорию прихода, уехал из страны и вернулся в Японию. Перед отъездом он взял из дома Илариона дорогие часы и деньги на общую сумму в 30 тысяч евро. Именно в связи с этой компенсаторской кражей в Венгрии и было открыто уголовное дело против Сузуки. Георгий Сузуки признает, что взял вещи митрополита и занимался съемками, но подчеркивает, что сделал это для собственной защиты. Обвинение в хранении детской порнографии Георгий полностью отрицает. Он признает, что смотрел порно на своем телефоне и даже регистрировался на сайтах для гей-знакомств. Сейчас он называет это грехом, но говорит, что его действия противоречили церковной морали, но не закону. А вот еще пара выдержек из другой публикации «Новой газеты Европа». Освободить митрополита Илариона от должностей председателя Синодально-библейско-богословской комиссии и председателя комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Такое постановление принял 25 июля Священный Синод РПЦ, высший орган управления этой церковью, во главе с патриархом Кириллом. Иларион также отстранен от управления Будапештско-Венгерской епархии РПЦ, хотя за ним пока еще номинально сохранен титул Будапештский и Венгерский. Синод сформировал комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. Сроки работы комиссии Синодом не определены, но в практике РПЦ такая мера обычно предшествует церковному суду с последующим лишением сана. Это, так сказать, официальная версия скандала. Глубинная же его организация и гнойная подоплека четко и без обиняков описана в меморандуме княжеской канцелярии, в соответствии с которым много лет назад в РПЦ был заброшен один полукровка с тайной миссией ее разложения и выведен на верхние ступени церковной иерархической лестницы. Затем, выказавший неповиновение князю его же протеже, был раздавлен глубинными кураторами с помощью другого засланного казачка, молодого самурая Сузуки, который сначала втерся в доверие, собрал нужный компромат, а затем вытащил грязное белье митрополита на всеобщее обозрение.
И здесь невозможно не провести параллели с тайными прослушками и видеозаписями, о которых говорилось в фильме «Кла-ТВ. Преодоление кровавой секты». С помощью таких инструментов шантажа и дискредитации известные особы попадаются на крючок и становятся покорными исполнителями чужой глубинной воли. Не собираюсь становиться адвокатом митрополита Илариона, но справедливости ради нужно заметить, что никакой демонстрации гомосексуального искусства, о чем говорится в послании, на слитом видео нет. В отличие от того, где фигурирует Велву Портников во всей своей гнойной мерзости. А теперь несколько слов о настоящей глубинной цели организованного скандала, о которой умолчали авторы меморандума. Обращаю ваше внимание на тот факт, что информационный вброс произошел только через полгода после отбытия Сузуки в Японию, явно по отмашке заказчиков скандала. Удивительным образом это случилось в преддверии принятия закона о фактическом запрете Украинской Православной Церкви, которую бесовские власти Украины называют не иначе, как Московской. На разогреве выступили практически все украинские СМИ, смаковавшие детали скандала и формировавшие облико-аморали московских попов. А что же в России, где православную церковь ногами не забьешь? А в России набирает популярность открытый пару месяцев назад YouTube-канал Сузуки. И с каждым видео претензии этого молодого самурая к митрополиту Илариону все больше перерастают в претензии к РПЦ и лично к патриарху. А в комментариях под каждым видео все большее число сердобольных православных тетушек воздает молитвы брату Георгию за правду. Итак, глубинная цель скандала достигнута. Проект по дискредитации Русской Православной Церкви, или, как ее называют авторы послания, поганой РПЦ, начал приносить свои гнойные плоды. И последнее по этой теме. 17 октября 2024 года на сайте Российского агентства правовой и судебной информации РАПСИ появилась следующая публикация. Доказательства вины митрополита Илариона оказались фальшивкой. РАПСИ инициировала судебно-техническую экспертизу аудио и видеоматериалов, распространяемых Сузуки. Речь прежде всего идет о том самом видео, которое опубликовано на медиаресурсе «Дождь», признан в России СМИ инагентом, и в YouTube-канале Сузуки. Исследование проведено Центром права и судебных экспертиз «Истина», сертифицированной некоммерческой организацией. Центр включен в реестр экспертных организаций в качестве одной из рекомендованных компаний для производства судебной экспертизы. Судебно-техническая экспертиза, инициированная РАПСИ, четко доказывает: видео, представленное Георгием Сузуки, подделка. В этой объемной публикации приводится детальный экспертный разбор, на котором основывается вывод о видео фальшивки. Но, думаю, митрополиту Илариону уже ничто не поможет вернуть былой авторитет и влияние. Так всегда бывает с теми, кто хоть раз в жизни заключил сделку с дьяволом. Но в свете обещанного мне в меморандуме не меньшего наказания за мои бесстыдные выступления стоит привести еще один отрывок из публикации РАПСИ. Эксперты РАПСИ подтверждают: при нынешних возможностях цифровизации создать фальшивую аудио или видеозапись, которая может обличить кого-либо в неправомерных деяниях, можно за пару часов. Уровень технической экспертизы, инициированный агентством РАПСИ, весьма высокий.
Выводы, честно говоря, пугают. Так про каждого человека в зависимости от той или иной цели можно смонтировать похожее видео. Про аудио я даже не говорю. Тут просто достаточно собрать массив голоса, что особенно легко, если мишень такой атаки – личность публичная, и произвести ряд манипуляций. Отметил в беседе с РАПСИ руководитель экспертно-аналитического центра управления кибербезопасности одной из крупнейших в России IT-компаний. А мы продолжим чтение меморандума. Последний фрагмент. Дело в том, что князь прижизненный Хубилган последнего любавического рэбе. Помни, что князь возник 21 июля, а рэбе сокрылся 12 июня. Что суть отражения этой даты в черном эбонитовом зеркале мира Ацелут. Орудия Менахема и Пинхас имеют тождественную гематрию 198, а 1 плюс 9 плюс 8 равно 18. Жизнь. Его Величество, следовательно, суть тайный и высший духовный инструмент, посредством коего невидимый пока рэбе уже обрел новую жизнь и продолжает руководить и править миром, и дана ему власть над всеми народами. А князь – это рэбе сегодня. Не меньшее негодование вызывает и твоя атака на невинную деву Ольгу. Напомним тебе, что Талмуд повествует о том, как дочь раби Акивы умертвила булавкой смертоносного змея, вознамерившегося ужалить ее. И ты, воздевший косматую длань и разъявивший винировый зев на дочь Сциона, заслуживаешь праведного наказания. Мириады, вы поняли? Мириады молящихся в Суккот, как булавками кололи тебя лулавами. И знай, что в ночь Хашана раба князь и его сотни тысяч благочестивцев преклонялись перед ковчегом завета. Вердикты Бега, да будет он благословен, покинули его чертог, и твоя тень отделилась, о чем было когда-то предсказано в Зааре. Взирай же и ужасайся, проклятый изменник. Канцелярия августейшего великого князя Пинхаса Соломоновича Гольдшмидта 25 Тишрея 5785 года. Завершает меморандум многозначительная иллюстрация в сопровождении стихотворных строк, смысл которых прост и понятен. Вы видите августейшего князя Пинхаса Соломоновича Гольдшмидта на фоне заснеженного, явно русского пейзажа. Это достаточно откровенный намек на глубинную войну, которую ведет глубинное государство против России. А в подтверждение этого гнойная вариация на тему известного стихотворения Евгения Евтушенко. Идут белые снеги, как по нитке скользя, жить с ковчегом на свете, сквозь столетия летя, быть бессмертным, как сила, и надежда моя, коль не будет России, то навек буду я. Я не буду вдаваться в особые комментарии к представленному выше финальному тексту меморандума, кроме единственного, обозначенного в нем очень важного момента. Но предварительно сделаю короткое пояснение по поводу упомянутой невинной девы Ольги. Те, кто смотрел первую часть выпуска «Глубинный народ» или «Гной земли», наверняка поняли, о ком идет речь. Для всех остальных поясню, что этой дочерью Циона является никто иной, как пресс-секретарь князя Гольдшмидта Ольга Исаулова, которая, напомню, ждет не дождется увидеть мою заспиртованную голову в кунсткамерах Ватикана, и которая по благословению князя стряпает пресс-релизы, подобные этому. Курск, чтобы русни не было. Как выяснилось, невинная дева Ольга очень обиделась на меня за то, что я назвал ее гнойной тварью.
и даже высказывала мне свои обиды в личном послании. Но это мелочи. А вот то, что действительно важно, заключено в следующих строках меморандума. Повторю. Дело в том, что князь прижизненный Хубилган последнего любавического рэбе. Определение Хубилган взято из буддийской терминологии и буквально означает «перерожденец». Читаю дальше. Его Величество, следовательно, суть тайный и высший духовный инструмент, посредством коего невидимый пока рэбе уже обрел новую жизнь и продолжает руководить и править миром, и дана ему власть над всеми народами, а князь – это рэбе сегодня. Перевожу на общедоступный человеческий язык. Пинхас Соломонович Гальшмидт объявлен, по сути, реинкарнацией Менахема Мендела Шнейрсона, седьмого любавического рэбе и хаббатского короля Машаха. То есть, король не умер, да здравствует король в новом теле. Это лишь подтверждает несколько моих основных и постоянных утверждений. Первое. Глубинное государство, второе название которого Любавическая империя, является воплощенным проектом Хаббата и живет по заветам Любавического рэбе. Второе. Глубинный народ, рост популяции которого обеспечивают тысячи хаббатских гнойных очагов, безоговорочно признает руководящую и направляющую роль Хаббата и его идеологических доктрин. Напомню, что князь Гальшмидт был возвращен вовсе не в хаббатской среде. Тем не менее, с учетом открывшихся перспектив, он выбрал полное слияние с нею. Третье. Религиозные догматы Хаббата являются искажением традиционного иудаизма. Хотя речь скорее идет не о догматах, а о беспрецедентных псевдорелигиозных средствах манипуляции. И самым ярким примером тому является хаббатское варьирование образов Машааха. Вначале, как вы помните, королем Машаахом хаббатники провозгласили седьмого любавического рэбе и стали ждать его воскресения. Спустя 30 лет, когда стало понятно, что хаббатские ожидания неприлично затянулись, и образ рэбе Машааха стал явно протухать, Хаббат стал продвигать теорию о двух Машаахах. Послушайте небольшой фрагмент видеолекции хаббатского раввина из Днепропетровска Довбер Байтмана на канале «Шатер Авраама». Итак, что нам говорит Рамбам? Что приход Машеха, он произойдет в два этапа. Первый этап, первый статус, который приобретает Машех, пока только терминология, называется Бехескас Машех. То есть только хазака. Есть некое потенциальное решение о том, что он Машех. Поэтому и так и переводится, некий потенциальный Машех. И на каком-то этапе своего карьерного роста, развития сюжета, Машех переходит в другую. Этот же человек переходит в другое состояние, приобретает новые качества, новые навыки и по-другому теперь себя ведет. И с этого момента он называется Машех Бевадай, то есть Машех наверняка. Что под каждым из этих терминов подразумевается, что соответствует каждому из этих двух основных этапов в карьере Машеха, мы как раз с вами сейчас и посмотрим. Итак, первое, потенциальный Машех. Это еврейский лидер, потомок Давида, являющийся большим и известным мудрецом Торы, как письменной, так и устной, направляющим всех евреев на путь заповедей и ведущий войны Всевышнего против врагов Израиля. Это определение Рамбама, кто такой потенциальный Машех. Значит, еще раз, это однозначно еврей, однозначно из потомков царя Давида, однозначно он очень большой мудрец в Торе, то есть как в законодательной ее части, так и философской, этической, мистической. Но этого мало, то есть вот до этого момента как бы многие доходили. Он должен направлять всех евреев на путь заповедей, то есть быть духовным лидером поколения. И фактически то, что Рамбам здесь говорит о направлении евреев на путь заповедей,
это какие-то колоссальные акции, мивцоим, по привлечению огромных масс людей к исполнению мицвот, которые они раньше не исполняли. То есть, как мы, например, могли бы сказать, и мы еще сегодня не раз к этому примеру придем, да, знаменитые мивцаим акции Любавического Рэбе, и целый год проходит там, под акцией Тфилина, целый год проходит под акцией «Наполнить дом еврейскими книгами», зажигание свечей, воспитание детей. Вот это натурально то, о чем говорит Рамбам, за 800 лет до появления Любавического Рэбе, вот это будет называться Бехескат Машех, Машех потенциальный, пока только еще потенциальный. И как мы видим, финал этого этапа, он ведет какие-то войны Бога, войны Всевышнего. И что это за войны? Такие-то войны против врагов Израиля. Однако, как мы уже сказали, это только первый этап в карьере Машеха. Поэтому Рамбам говорит, что есть второй уровень, который называется Машех Бевадай, Машех наверняка. Да? Если ему удалось вернуть весь еврейский народ на путь Торы, он нейтрализовал враждебную угрозу, построил храм на его месте и собрал народ Израиля из изгнания, то он Машех Бевадай. Вот это очень важная штука, о которой Рамбам говорит. Значит, если происходит переход на второй уровень, то мы говорим, что если ему удалось, то есть если он, соответственно, закончил полностью прошлый этап, где начинаются новые условия, он народ собрал и враждебную угрозу нейтрализовал. Это же все из прошлого, это все к слову «если». То тогда он начинает строить храм и собирать на Израиль из изгнания. Вот что такое Машех Бевадай. А мы теперь с вами посмотрим важную деталь. Соответственно, эти два статуса, они разделены между собой, ну, или, можно сказать, соединены собой, или наоборот, разъединены войной. То есть до войны включительно, до войн Бога. Это первый этап. По окончанию войн Бога, когда угроза для Израиля исчезает, он переходит на второй этап. То есть до войны включительно это что-то первое. А значит, войны Бога, так называемые, Милхамот Ашем, это отправная точка для перехода на второй уровень. Этот момент я очень хотел до вас досконально донести. Согласитесь, очень удобно. В контексте озвученной теории можно выдвигать все новые и новые кандидатуры на роль короля Машаха, объясняя, что предыдущий был только потенциальным, а следующий может оказаться тем самым, наверняка. Главное – развязать побольше так называемых войн Бога, а там поглядим. К слову, это подтверждает еще одно мое постоянное утверждение о том, что текущие войны, грозящие перерасти в одну глобальную войну, носят глубинный религиозный характер. И у нас еще будет повод об этом поговорить. Продолжая тему короля Машаха, не могу не отметить изобретательность Хабада в этом вопросе. Я вам скажу, последний хаббатский трюк с перерождением Любавического Рэбе в князя Гольдшмидта впечатлил даже меня. То есть, обделавшись с провозглашением Рэбе королем Машахом, но продолжая настаивать на своей правоте, хаббатники нашли универсальный выход из положения. Теперь можно до бесконечности плодить хубилганов Рэбе и при необходимости утверждать, что предыдущий хубилган оказался только потенциальным, зато следующий точно будет наверняка. Для чего это делается? Только с одной целью. Для всех евреев, ждущих своего Машаха-благодетеля, его образ должен прочно ассоциироваться с Хабадом, как единственной глубинной силой, способной привести короля Машаха в этот мир. И сейчас я вам покажу, как набирал обороты массовый еврейский психоз вокруг грядущего Машаха, старт которому дал Любавический Рэбе. Want to tell the Rebbe the words of the new song that we're singing with Mashiach, right? So I'm just going to read him. Am Yisrael, have no fear. Mashiach will be here this year. We want Mashiach now. We don't want to wait. Okay?
I'm yes, I'll have no fear, no, she'll be this year. I'm yes, I'll have no fear, no, she will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't run away. We want Mashiach now, Mashiach now, we don't run away. I'm yes, I'll have no fear, Mashiach will be here this year. I'm yes, I'll have no fear, Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't run away. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't run away. А теперь Нью-Йорк в наши дни. Am Yisrael, have no fear, Mashiach will be here this year. Am Yisrael, have no fear, Mashiach will be here this year. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to win. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to win. Am Yisrael, have no fear, let's hear you sing it loud. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to win. We want, we don't want to win. We don't want to wait. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We don't want to wait. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We don't want to wait. We want Mashiach now. Ну и для полноты картины Израиль. Также наши дни. На сцене видный политический деятель Израиля, бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Тот самый, который в начале СВО лично просил Путина сохранить жизнь Зеленскому. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. חזק, חזק, חיילי תשובות השם. Mashiach now, we want, we want, we don't want to wait, we want. עכשיו, יש לי קשר מאוד מאוד אישי לחב"ד. Так вот, на месте израильтян я бы меньше всего радовался развитию событий по глубинным планам Хаббада, ради ускоренного достижения которых князь Гольдшмидт назначен Хубилганом Ребе. И вот почему. Во второй части выпуска под названием «Миру мир сказала жопа и уселась на ежа» я предложил жителям Израиля взять на вооружение следующий лозунг: «Бей Хаббад, спасай Израиль». И здесь мы вплотную подошли к обещанному разговору о главном. Как я уже не раз отмечал, на фоне безумной политики ультрарелигиозного правительства Израиля, которое возглавляет подконтрольный черным шляпам фанатик Нетаньягу, только слепцы не могут разглядеть мрачную перспективу для этой страны. А перспектива такова, что Израиль просто исчезнет с карты мира. Одна причина – демографическая мизерность Израиля в соотношении с окружающим его мусульманским и преимущественно враждебным миром. Еще одна причина – географический мизер Израиля. С учетом этого фактора несколько десятков вполне себе конвенциональных иранских ракет, которые могут прилететь, например, по ядерному центру в Димоне, сделают этот клочок земли непригодным для жизни. А на фоне постоянных израильских провокаций Ирана и его официального заявления, что страна больше не будет уворачиваться от войны, такой сценарий вполне реален. Более того, этот сценарий выглядит практически неизбежным, учитывая скорый приход Трампа к власти и ожидаемое при нем непосредственное участие США в ближневосточном конфликте.
Но главное в том, что Израиль уже получил свою голубинную черную метку. На днях была опубликована обложка ротшильдовского журнала «Экономист» с шифрами событий, относящихся к 2025 году. Как водится, масса экспертов тут же ринулась разгадывать этот очередной ребус и публиковать подробный анализ каждого фрагмента обложки. Но ни один из них не заметил, что глубинный смысл этого ребуса не в том, что на нем изображено, а в том, чего в нем нет. А нет в нем ни единого намека на государство Израиль. А ведь, казалось бы, взгляды всего мира прикованы к ситуации на Ближнем Востоке, центровой проблемой которого является Израиль и дальнейшая судьба которого откровенно висит на волоске. То есть все говорит о том, что судьба Израиля предрешена. Вы спросите, а как же святая земля и священный град Иерусалим? Да в том-то и дело, что для создателей и правителей глубинной империи они не имеют никакой ценности, вопреки публичной риторике и постоянным стенаниям о судьбе еврейского государства. В этом контексте считаю необходимым привести слова самого любавического рэбе, которые можно назвать эталонным образцом фарисейского лицемерия. В частности, они касаются отказа рэбе переехать в Израиль. В уже знакомой вам книге «Человек и век» Менахем Мендел Шнейрсон приводится следующее объяснение. Капитан уходит последним. Многих всегда интересовало, почему рэбе не переселяется в Израиль. Этот вопрос был очевиден в связи с тем, что любовь рэбе к стране Израиля, его постоянный интерес к происходящим там событиям были общеизвестны. Этот вопрос задавали не раз и самому рэбе. Однажды он ответил так. «Я знаю, некоторые говорят, что нетрудно, сидя на Истерн Парквей, рассуждать о единстве Иерусалима. Но у каждого еврея есть удел на земле Израиля. Как говорил раби Иегуда а-Леви, я на западе, а сердце мое на востоке. Вся наша вера связана со страной Израиля. Другой вопрос, почему не все отправляются туда жить? Но этот вопрос не имеет никакого отношения к первому. Ведь не раз и не два израильтяне приходят к нам, евреям диаспоры, и просят помочь решить какие-то вопросы с таким-то сенатором или повлиять на такого-то правительственного чиновника, чтобы он стал лучше относиться к государству Израиль. Если к нам приходит тот или иной хасид и просит разрешения уехать в Израиль, и при этом он не занимает никакой должности ни в сфере образования, ни в раввинстве, мы говорим ему: езжай, и благословляем его пожеланиям хорошего устройства. Но проблема начинается тогда, когда ехать хотят люди, на плечах которых существуют еврейские общины диаспоры. И очевидно, что с их отъездом все развалится. Тогда мы ему говорим: бери пример с капитана корабля в штормящем море. Он не может, не имеет права покинуть корабль, пока его не покинут все пассажиры. На самом деле, проект Любавической империи, реализовавшийся в виде экстерриториального глубинного государства, был для рэбе несоизмеримо важнее его любви к Израилю, который он за всю свою жизнь даже не удосужился посетить. А это, согласитесь, говорит о многом. Хочу подчеркнуть, что для рэбе и его последователей
Землей обетованной стали Соединенные Штаты Америки, где находится штаб-квартира Хабада, и где изуверская секта набрала свою беспрецедентную мощь. Более того, славянские земли Святой Руси, где зародилось движение Хабад-Любавич, имеют для хабадников гораздо большую сакральную ценность, чем искусственно созданное государство Израиль. Все дело в том, что хабадники, узурпировавшие право выступать от лица всего еврейского народа, сами по сути евреями не являются. Это потомки жидовствующего хазарского племени, стремящиеся к управлению планетой по хазарскому образцу. Отсюда и отпадение от традиционного иудаизма, и разновариантный подход к созданию так называемого национального очага. После развала Советского Союза основная ставка Хабада делалась на Россию и Украину. Постепенно хазарский проект сузился до Украины. А после февраля 22 года стало понятно, что эти некогда вожделенные земли перестают представлять былую ценность. Но Хабад не был бы Хабадом, если бы в его разработке был только один план. И прежде чем озвучить суть другого хабадского проекта, который из запасного превратился в основной, хочу обратить ваше внимание на одну фразу Ребе из приведенного выше отрывка. «Вся наша вера связана со страной Израиля». Это очередное фарисейское заявление опровергается самими же хабадниками. Послушайте краткий фрагмент из лекции хабадского раввина Моше Хаима Левина под названием «Как произойдет раскрытие Машиаха». И учили наши мудрецы, во время, когда король Машиах придет, он будет стоять на крыше храма и сообщит еврейскому народу и скажет: скромные мои, наступило время вашего освобождения. Сейчас я только хочу в связи с этим медрашем процитировать слова Ребе, который говорит так. Вот эти слова, которые Медраш говорит, что Машиах поднимется на крышу храма и сообщит о наступлении освобождения, то речь идет не о Иерусалимском храме. Потому что когда уже будет построен Иерусалимский храм, нет смысла Машиаху подниматься на крышу и сообщать, что наступило освобождение. Ведь строительство храма уже является фактом освобождения. Это уже само по себе произойдет после освобождения, когда весь еврейский народ соберется в страну Израиля. Тогда зачем ему объявлять об этом? Это значит, что слова Медраша, что он поднимется на крышу храма и сообщит о наступлении освобождения, речь идет о том храме, который находится с евреями в изгнании. Там, где находится большинство еврейского народа. И вот там он поднимется и сообщит о наступлении освобождения до того, как освобождение фактически наступит. Как видите, в доктрине Хабада нет места Израилю. Ни как религиозному центру, ни как главному месту еврейского обитания. Роль Израиля – стать сакральной жертвой в стиле Холокоста 2.0. А той части израильтян, которая добровольно не вольется в ряды глубинного народа, уготована участь европейского еврейства времен Второй мировой войны. Этот коллективный приговор воспроизведен через цитату любавического Ребе в показанном ранее фильме немецкого канала Кла ТВ. В иудаизме была гнилая ветвь, которую нужно было отпилить. Что же касается священного града Иерусалима, то его уничтожение должно стать символом падения трех мировых религий – христианства, ислама и, конечно же, иудаизма, место которого займет его извращенная версия в лице хабадизма. Так где же по хабадскому плану «Б»
назначена новая точка сборки большинства еврейского народа. Это западная часть полушария, объединяющая Северную и Южную Америки. Вы уже хорошо представляете степень влияния Хаббада в северной части американского континента. Теперь я вам продемонстрирую очередные подтверждения глубинной хаббатской экспансии американского юга. Уже очевидно, что основным очагом гнойной хаббатской инфекции в Латинской Америке является Аргентина. А президент этой страны Хавьер Милей – однозначная креатура Хаббада. Напомню, что Милей, так же как и Трамп, совершал паломничество на могилу Любавического Ребе и стал первым из международных лидеров, с которым встретился Дональд Фредович после своего избрания на пост президента США. Кстати, о паломничестве Милея. Знаковый нюанс этого события отмечен в материале горско-еврейского информационного ресурса «Стмеди». На могилу известного раввина его сопровождал и другой аргентинский еврейский бизнесмен Эдуардо Эльштайн, председатель и исполнительный директор ведущей аргентинской компании по недвижимости «Ирса», которая управляет крупнейшими торговыми центрами в Буэнос-Айресе. Эльштайн, протеже еврейского филантропа-миллиардера Джорджа Сороса, ранее поддерживал социальные программы Хаббада и проекты, связанные с еврейской молодежью в Аргентине. А сейчас вы сможете воочию убедиться в религиозно-политической эволюции Хаббада в некогда католической Аргентине, где государственные мужи теперь приносят присягу на Торе. Вашему вниманию короткий сюжет канала Стмеди. Президент Аргентины Хавьер Милей официально назначил Герардо Верхтейна, бизнесмена еврейского происхождения и бывшего посла в США, министром иностранных дел. Верхтейн – потомок иммигрантов из Российской империи начала 20 века. Милей спросил Верхтейна, поклянется ли он на Торе выполнить свою миссию. Министр положил руку на Тору и сказал: «Я обещаю». Евреи и ранее занимали высокие посты в кабинете министров Аргентины. Аргентинский президент не является евреем, но часто говорит о своей духовной связи с иудаизмом. А теперь о храме, который может заменить Иерусалимский, из крыши которого, по утверждению хаббатских раввинов, должен возвысить свой голос хаббатский Машах. Вы, наверное, удивитесь, но он уже существует, так что просто поверьте глазам своим.
О том, что вы только что лицезрели, поведал еще в 2016 году ученый-богослов профессор Алексей Ильич Осипов. А я снабдил его рассказ соответствующим иллюстративным материалом. В 2014 году, то есть позапрошлом году, в Бразилии, в Сан-Паулу, состоялось открытие, инаугурация, как говорили, храма Соломона. Это гигантский храм, один из самых больших храмов в мире, называется храм Соломона, который построен для того, чтобы представители любых религий могли здесь совершать свои молитвы. Правда, открытие проходило очень интересно. На таких особых носилках, в белых одеждах 6 человек несут, угадайте что? Не угадаете никогда. Это же храм всех религий. Но не забудьте, это храм Соломона. Несут ковчег завета. Храм полон, представителей действительно, не знаю уж скольких религий, но так произошла инаугурация, и что любопытно, что на ней присутствовали все крупнейшие деятели страны, и не только этой страны даже, многие из других стран, крупнейшие бизнесмены, культурная элита. Кстати, сама президент также там присутствовала на открытии этого храма. Это 2014 год. Так что крупнейшая страна Южной Америки, Бразилия, уже приговорена к постепенному поглощению Хаббада. А жители Бразилии, так же как и аргентинцы, даже не поймут, с какого момента оказались на территории большой американской Хазарии, где будет действовать известный принцип Аугсбургского мира «Cuius regio, eius religio», то есть «чья земля, того и вера». В другом варианте перевода с латыни этот принцип звучит так: «чья власть, того и вера». Но его суть от этого не меняется. Что же касается южноамериканских стран-бунтарей типа Венесуэлы, то на них в конце концов найдется управа в виде цветных революций, которые организуют и профинансируют так называемые протеже Сороса, давшие присягу на верность глубинному государству. На этом фоне особый смысл приобретает известный лозунг Трампа «Make America Great Again», то есть «Сделаем Америку снова великой». Стоит ожидать, что под влиянием Хаббада политика Трампа будет направлена на величие всего американского континента, где, наконец, найдет свое воплощение теория золотого миллиарда и будет выстроен новый Израиль по хаббадскому образцу. Вспомните слова Финкеля, которые можно считать почти пророческими. Мы срослись с Америкой. Мы и Америка – это одно. Мы говорим Израиль, подразумеваем Америка, мы говорим Америка, мы подразумеваем Израиль. В другой же части мира, в которую входят Евразия и Ближний Восток, уготована участь гореть в пламени воин Бога ради хаббадской эры Машиаха. И снова я напоминаю вам об одном из главных заветов Любавического Ребе, ставшим фундаментом политики глубинного государства. В эти дни, когда все царства мира восстают друг на друга, мы должны знать и верить, что война между царствами народов мира не коснется, избави БГ, евреев. Напротив, все происходящие события пойдут только на пользу еврейскому народу. Необходимо уточнение к приведенной цитате. Война не должна коснуться только глубинного народа, а отнюдь не всех евреев, которые вместе с гоями приговорены отправиться в хаббадскую топку воин Бога. Еще один важный момент, на котором акцентируют внимание многие уважаемые эксперты.
Прогнозируется, что после вступления в президентскую должность Трамп продемонстрирует полное равнодушие к Украине и ее дальнейшей судьбе, сосредоточившись на «Make America Great Again» и разборках с Ираном. И это вполне укладывается в вышеописанные глубинные планы. А теперь коротко об украинском детонаторе «Воин Бога», за которым так же, как и за израильским, торчат одни и те же черные шляпы. Вашему вниманию фрагмент выступления известного политолога Ростислава Ищенко в программе Романа Бабаяна. Все прекрасно понимают, что вот эта вот ступень эскалации, она приходит к ядерному рубежу, но она может выйти из-под контроля. Такие ситуации легко выходят из-под контроля политиков. И ядерная война может начаться не по чему-то желанию, а начаться произвольно. Совершенно верно. Так сложились палестинские обстоятельства. Поэтому Путин это повторял, повторяет и будет повторять. И будет призывать к разуму. Но, опять-таки, его действия вас что, не устраивают? Вы все время пытались вызвать Россию на резкую реакцию. Вы пытались раздуть, вы даже об этом говорили, что общеевропейская, что украинская война должна превратиться в общеевропейскую войну против России. Ну вот она уже близко. Вот он, рубеж этой общеевропейской войны против России. Ударит Россия по территориям европейских стран, которые поставляли ракеты, или где находятся американские базы, по тому же Рамштайну. Ну и что? Американцам что? Жалко 1000 своих солдат, или даже там 500, которые погибнут, или 5000. Американцам жалко немцев. Кого им вообще жалко? Но зато Европа консолидируется, им скажут: смотрите, это удар по стране НАТО. Это уже не против Украины, это уже против вас. Если вы сейчас не сомкнете свои ряды и не двинетесь против России, то вас сожрут поодиночке. Они это Европе говорят 30 лет последние. И им все время нужны аргументы. И они все время добиваются вот этой вот от России реакции жесткой, да? Для того, чтобы сказать: ну это же аргумент. Вы же видите, что они творят. И они хотят, и они будут добиваться, в том числе и ядерного удара. И они готовы, и готовят ядерные провокации. И они не случайно пишут о том, что Украина может буквально сегодня на завтра произвести 2 ядерных боезаряда. Потому что да, можно передать Украине ядерные боезаряды. И я уже говорил Сергею Борисовичу, в мире есть государства, которые обладают ядерным оружием фактически, а юридически нет. И это государство поставляло Украине уже очень многие, кстати, военные технологические новинки. Это государство Израиль. Да? И никто не знает, какие конкретно у Израиля боезаряды, плутониевые, урановые, сколько их там килотонн, значит, в каком они снаряжении находятся и так далее. Значит, и если вдруг Украина скажет: мы произвели 2 атомных бомбы, и одну из них сбросили на Курск, англичане и американцы скажут: так мы же писали, мы же вас предупреждали, они могут, вот видите, они смогли. А теперь доказывайте, что это мы. А хотите, нанесите удар. Хочу подчеркнуть еще очень важный момент. Кроме «Воин Бога», в хаббатские планы входит глубинная лютая месть, об истоках которой я уже многократно рассказывал, не буду повторяться. Но речь уже идет не столько об Украине, ей достаточно отомстили, залив реками крови и приговорив к закланию, сколько о России. Новейший повод для мести – разрушение хазарского проекта на землях Святой Руси. Вспомните главный посыл практически всех гнойных посланий, полученных мною за последние 1,5 года. Россия неминуемо расплатится за восстание против глубинного государства. Вот лишь несколько примеров. Цитата из приговора князя Гольдшмидта. «Я покровительственно учил их, что слово «Россия», прочтенное задом наперед, знаменует запрет, пророчествуя о предстоящем аннулировании этой северной земли и трансформации ее в уютное место проживания спасенных колен Израилевых». Еще одна цитата оттуда же. «В Екатеринбурге, столице России, после исчезновения Москвы и Петербурга, взойдет на трон мой юный родич Гершон Корнуольский, Кембриджский и Уэльский, а регентом и доподлинным владыкой России станет
«Благословенный мой сын Биньямин». А вот цитата из послания еще одной голубинной твари. Украина и Рашка вместе с Лукашляндией скоро сгинут. На их месте будет великое еврейское княжество, век, что будет здравствовать веками. Как вы уже знаете, взоры строителей великого еврейского княжества теперь устремлены в другую часть света. Но основная цель голубинных мстителей остается прежней. Рашка должна сгинуть. После того, как я схематично описал гнойные планы, разработанные в недрах глубинного государства, хочу подчеркнуть, что это всего лишь планы. Хотя с учетом коварства их разработчиков и фанатичности реализаторов, эти планы вполне могут успешно воплотиться. Но все может пойти совершенно по другому сценарию, драматизм которого скрывается за веселыми шутками комеди-клаба. Вы нам угрожаете? Нет, это кузнечик прыгнул в муку. А теперь о самом главном. Сейчас вы послушаете, о чем говорил один из ведущих каббалистов современности, раввин Михаэль Лайтман, почти 10 лет назад. Но прежде важный штрих к портрету Лайтмана из справочного материала, размещенного на сайте Международной академии Каббалы, основанной им же. С 2005 года Лайтман является членом Всемирного совета мудрости, собрания ведущих ученых и общественных деятелей, занимающихся решением глобальных проблем современной цивилизации. Итак, что же является главной глобальной проблемой современной цивилизации с точки зрения Лайтмана? Россия очень противоречивая страна. Там практически жил весь цвет восточноевропейского еврейства в течение многих лет, с Бааль Шем Това, то есть это 16-17 век и далее. Это самая модерная каббала, которая уже из теоретической части превращалась в каббалу действия. И действия Бааль Шем Това и всех его последователей, учеников, они подействовали и на само русскоязычное, допустим, население, или как сказать, на все народы, которые там, кроме евреев, жили в этой стране. Это силы, которые действовали на том пространстве. Поддерживали, вели в нужную сторону? Нет, это намного глубже. То есть произошла некая трансформация вообще отношения к миру, к жизни, к себе, изменение парадигмы. И поэтому, кроме того, что русский народ, он вообще особый, но он вот именно в этом его особенность, в общем-то, она и проявляется. Я не думаю, что, конечно, все идет к хорошему состоянию, кризис будет углубляться. Углубляться он будет потому, что, в принципе, если весь мир, все движение вперед, оно направлено к все большему сближению, ко всеобщей зависимости, даже эгоистической, то Россия от этого постоянно пытается как-то изолироваться. Но идти против природы, которая собирает нас вместе, которая стремится к равновесию, которая стремится к объединению в итоге, и это является целью творения, это является программой творения, которую надо как-то поддерживать и идти вперед. В этом и заключается каббала, потому что она объясняет, каким образом мы должны собираться вместе, чтобы на каждом этапе своего развития, общественного,
цивилизационного, мы бы чувствовали себя лучше, идти в ногу с природой, с теми силами, которые нас формируют, а не сопротивляться им. Так вот, получается, что Россия сопротивляется этим силам. И, конечно, поэтому она во многом проиграет. То есть она безумно отстает. Сначала так, допустим, а затем будет вследствие этого, конечно, и страдать. Я считаю, что у них должна все-таки произойти и внутренняя, и внешняя революция. Глобализация, которая уже довольно долгое время наблюдается во всем мире, она соответствует идеям Каббалы? Естественно, потому что глобализация является программой развития всего мира. А Каббала именно говорит о том, как мир должен развиваться. И как он развивается, и каким образом мы, люди, должны этому развитию соответствовать. Потому что у нас существует свобода воли. Мы можем или идти плохим путем к той же цели, намеченной в программе творения, или хорошим путем. Вот здесь вот и заключается наш выбор. Между тем, или нас природа будет подталкивать страданиями, вплоть до мировой войны следующей, или мы разумно будем идти в ногу с ней. А вы допускаете следующую мировую войну? Конечно. Каббала пишет о том, что могут быть даже 3-я и 4-я мировые войны. Причем атомные, очень серьезные, да. Но все равно программа творения должна быть выполнена в том, что все люди должны будут объединиться буквально в одно единое целое. То есть все равно человека вынудит к этому природа. Противники глобализации говорят о том, что, собираясь все вместе и объединяясь, мы теряем национальную идентичность. А какая нам разница, что мы теряем, а что нет? Если природа движется в этом направлении, только глупый может идти против. Резюмирую сказанное Лайтманом. Как было бы хорошо, если бы все человечество признало программу творения, прописанную в Каббале, безропотно приняло идеи глобализации и слилось в единое людское море. Но есть непокорная Россия и особый русский народ, которые все время сопротивляются и встают поперек горла силам, работающим над формированием нового мира. Таким образом, Лайтман только подтвердил особую роль России в программе творения, написанной Богом. Эта роль быть катехоном, то есть удерживающим, миссия которого препятствовать вселенскому торжеству зла, приходу Антихриста и наступлению конца света. Роль удерживающего отведена России как центру православной цивилизации, сохранившей истинную веру в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому слуги дьявола мечтают о внутренней и внешней революции в русской православной церкви, которую они называют поганой РПЦ, и которая не вписывается в каббалистическую программу творения. Завершая этот выпуск, я хочу еще раз озвучить финальные строки из гнойного меморандума тайной канцелярии князя Гольдшмидта, который именно меня наградил правом сообщить широкой общественности новость о том, что трон хаббатского короля Машиаха снова занят. Идут белые снеги, как по нитке скользя, жить с ковчегом на свете, сквозь столетия летя, быть бессмертным, как сила, и надежда моя, коль не будет России, то навек буду я. Так кто же этот я, мечтающий об уничтожении России? Нет, это не Гольдшмидт и не перевоплотившийся в него Шнейрсон. Это тот, которому верно служат все глубинные твари, залившие своим гноем нашу прекрасную землю. Это тот, которого до сих пор удерживает Россия, мешая его воцарению. А напоследок я хочу, чтобы вы услышали оригинал стихотворения Евгения Евтушенко
истинный смысл которого подвергся дьявольскому извращению. Впрочем, как все, к чему тот прикасается. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду. Никогда, никогда. Я думаю, грешный, но кем же я был? Что я в жизни поспешной больше жизни любил. А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе. И когда подо льдом дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил, пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маюсь, полный тайных тревог, что хоть самую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду